по ссылке, все вроде видно. С качеством. Все, отличное качество. Все, хорошо. Делаем открытый доступ. Животные. Окей, сохранить. Так, надеюсь, что чат работает. Меня тут не видно чата. Это, если что, наверное, у вас, да? Да, у меня будет. Я просто смотрю, что... Мгм. Привет. Смотрим, придет мой привет или не придет. Я пока открыла ваш корм, ссылку, которую скидывали Зиви Пак. Ага, Зиви, да. А вот консервы, их сейчас посмотрю, не вижу пока. Не открывается почему-то. О, так. Чат подключился. Есть. Сейчас напишем привет. Проверим. О, есть. Так, чат работает, отлично. Ага. О, привет, Лена. Итак, наверное, пару минут еще, пускай подойдут люди. Угу. Я пока себе вопросы свои еще раз посмотрю, которые хотел задать. И после своих вопросов, я думаю, у нас еще останется время разобрать те вопросы, которые задавали подписчики. Угу. Вот. Так, себя чуть погромче. Немножечко. Вот так, наверное. Вот так погромче. Ага, все отлично. Привет, Динара. Я почему-то я не вижу то ли все вопросы. Сейчас закрою чат. Я не понимаю. Я не все вопросы вижу, насколько я понимаю. Нет, все Ну, нормально. если что, у меня открыт на компьютере WhatsApp, я все вижу. Ага. Ладно, хорошо. Можно начинать, пока что все подойдут. И кто не успеет, может послушать потом в записи вопросы, которые будут. Итак, сегодня у нас вот встреча такая с ветдиетологом. Вы ветеринар, я так понимаю, тоже в том числе. Кроме. Да, я ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер и ветдиетолог с недавних пор. Больше 3 лет я уже как прошла курс по ветдиетологии и занимаюсь рационами и для кошек, и для собак. Так, не знаю, так что-то не очень видно. Вот, все-таки, наверное, вот так, чтобы лицо было видно. Понял. Вот так. Хорошо. Значит, у вас уже есть достаточно богатый опыт в этом деле. Я так понимаю, что многие ваши клиенты довольны теми советами, которые вы им посоветовали. Ну, как бы, да, если бы не были довольны, как говорится, и не развивался бы аккаунт дальше, да, и не работало бы все-таки сарафанное радио, вот. Скажу только то, что всегда повторяю и рассказываю, что помимо того, что я прошла курс по ветдиетологии, я работала 7 лет в воспитательной колонии как ветврач и обслуживала служебных собак. И там как раз-таки я впервые столкнулась с кормлением служебных собак и натуралкой, и сухим кормом. И то есть, можно сказать, всю ветдиетологию я изначально уже изучила там. До этого я работала еще в частной ветклинике, но вот диетология – это такая наука, которую желательно видеть сразу, да, то есть то, что ты применяешь, какие-то просчеты свои там, да, или советы, желательно это видеть сразу, то есть по состоянию стула. И, к сожалению, в ветклинике
вот опять же сейчас, переходя постепенно к вопросам, когда люди приходят и обращаются в ветеринарную клинику, да, спросить совета, там, какой корм лучше, как что, ветврачи не могут особо отследить свои назначения, да, и чтобы как-то скорректировать их. Поэтому все в основном по стандартной схеме работают. Предлагают те корма, которые есть на рынке, и те, которые к ним привозят в ветклинику для продажи. Это касается и диет, и просто специализированных кормов, которые вот у нас распространены очень знаменитыми фирмами, сами знаете, да, Да. компания Mars, тоже Procter Gamble, тоже корма сухие выпускают. Все вот эти мегакорпорации, они сейчас, У можно меня, сказать, да, есть там вопрос среди Мгм. моего списка, как раз касающийся этого корма, одного из, которые советуют ветврачи, но я хотел бы к этому чуть позже вернуться. Сейчас я скажу. Оксана, я вижу ваш вопрос, мы зададим его попозже. Сначала я задам свои вопросы, а потом уже буду задавать вопросы, которые из чата или которые оставляли в записи на стене там в Ютубе. Так, я понял. У вас отличный опыт, и вашему мнению можно доверять. Это хорошо. Значит, первый мой вопрос это такой общий. Собственно, натуралка и сушка всех всегда спорят. Вечное такое противостояние. Вы можете сказать, что есть ли вообще сушка, которая, допустим, можно считать равноценной натуралке? Или в любом случае сушка будет всегда хуже? По своей практике скажу, и все же я не склоняюсь к какой-то определенной системе кормления, да, но все же сушка никогда не будет лучше, чем натуралка. Никогда, потому что это все термически обработанные продукты, и качество их, к сожалению, ни один из нас не сможет никогда проверить. Вот. Поэтому и плюс тоже я всегда об этом говорю, ни один производитель никогда не будет работать себе в минус. А корма желательно, чтобы стоили так, чтобы покупатель мог себе его позволить, да. Даже вот дорогой корм, который вы прислали ссылку, я все равно не скажу, что он супер дорогой. Если брать такие же ингредиенты натуралки, то, возможно, он будет даже дороже, да, если составить такой рацион. Вот, поэтому производитель где-то заменяет то количество мяса, которое выйдет в копеечку, субпродуктами. На натуралке вы будете то, что вы покупаете, вы то и будете видеть в тарелке своего питомца. Да, где-то в каких-то особенно городах и странах это может быть дороже, чем сухой корм, но тут нужно думать еще наперед, что вы видите все ингредиенты в тарелке, вы знаете качество каждого продукта. На сухом корме это сделать, к сожалению, нереально. Что бы ни писали на упаковке, какие бы экскурсии по заводам не проводили, все равно качество мы не угадаем, и, к сожалению, очень часто сейчас я слышу заболевания именно питомцев на сухом корме. То есть Вот. можно сказать, что сухой корм, скажем так, в любом случае приведет к какому-то заболеванию, или можно все-таки кормить сухим? Ну и Можно кормить. Я знаю много таких питомцев, да, кто, как говорится, там и 20 лет прожил, и все хорошо, и коты по 25 лет на сухом корме, да, но никто из нас не может проверить, сколько бы эти питомцы жили на натуралке. да, а Вот, вот еще поэтому вопрос. К консервам это также относится? Там же есть такие, как мясные волокна, и видно там жилочки, какие-то желешка. То есть вот сухой корм и консервы, равнозначны ли они, или все-таки консервы получше будут? нет, консервы как раз-таки похуже. Вот, Ещё- казалось бы, в составе пишут супер мясо, без добавления всего, только мясо, да, но еще изучая ветдиетологию, да, нам рассказывали на курсе, что как раз-таки все влажные корма, все консервы, паучи и так далее, прочее, это, можно сказать, отходы производства, и это не рацион, это дополнение к сухому корму. То есть это, по сути, усиливатель вкуса сухого корма. То есть Не их более. нужно смешивать, получается?
добавлять, не смешивать, как многие любят у нас банку на столовую ложку корма, да, а именно добавлять для усиления вкуса. То есть как рацион отдельно консерва и пауч никогда не идет. То есть это не сбалансированно. И там наименьший контроль над этими всеми кормами влажными. Над сухим кормом там где-то еще все равно баланс присутствует. Мы можем гарантированный анализ посмотреть, да, можем где-то поподбирать. То во влажных кормах там полный крах. То есть там очень превышена жирность, очень превышена. А многие, вот им говорят, даже ветврачи, у вас там проблема с печенью, и все равно рекомендуют консервы. Консервы тут противопоказаны. Это только в маленьком количестве, буквально на кончике чайной ложки, чтобы усилить вкус сухого корма. Все на этом. Просто чтобы собака его съела, да, если она не ест сухой корм. Ну Да, или да. кошка. А вот такой вопрос. Коты более чувствительны к сухому корму? То есть проблемы по здоровью у котов больше возникает от сухого корма, чем у собак? Или это одинаково, можно сказать? Я бы сказала, это уже стало где-то одинаково, потому что если раньше я видела чаще всего собак, да, обращаются, как-то коты более-менее выживали, так скажем, доживали, то сейчас я вижу примерно одинаково. Даже, я бы так сказала, идет такая тенденция по росту такого заболевания, как гастрит у кошек. То есть, если раньше это вообще было такой нонсенс, это редкость, то сейчас я очень часто это вижу. Вот. Это очень плохая тенденция, поэтому кошкам я вообще настоятельно рекомендую еще котенка начать все-таки кормить натуралкой. Хотя бы до года, чтобы сформировать А вот иммунитет. к вопросу о натуралке. Многие люди считают кашу натуралкой. Расскажите, пожалуйста, какую кашу вообще в принципе можно давать кошке или собаке, если они разные? Ну, то есть, чтобы люди знали, какую кашу можно, там, крупу или рис, и какую лучше вообще исключить. Ну, если так говорить, то одна каша это не натуралка, да, как бы это всегда должно в дополнение к мясу идти. А я очень часто тоже вижу и на форумах, и ветврачи прописывают просто рисовую кашу, например. Так делать никогда нельзя. Это мы, люди, можем поесть просто рисовую кашу, если у нас там проблемы с желудком, да, и так далее и прочее. Животным всегда должен идти и белок, и углеводы вместе. Кашу одну рисовую мы не даем. Что касается выбора продуктов, опять же, я говорю только свои рекомендации, которые я прописываю в рационах, да. Многие ветдиетологи, в принципе, рекомендуют все крупы без проблем. Для меня на первом месте это рис, обычный белый, который шлифованный, да, который вот этот круглый. Вот. На втором месте это гречка. Не забываем, что гречку не всем можно, в частности, котам не всем можно, у кого есть предрасположенность к мочекаменной болезни или хронической почечной недостаточности, потому что гречка богата магнием. Вот. Ну и плюс в ней больше, чем в рисе, грубой клетчатки, поэтому тоже где-то может быть слабить. Поэтому она у меня на втором месте. Но как по пищевой ценности, все-таки это очень хорошая крупа. Вот. На третьем месте я всегда прописываю либо ячневая крупа, либо овсянка. Но овсянка тоже, она еще больше в себе содержит грубых волокон, и ее, если прописываю, то рекомендую не чаще 1 раза в неделю. Но это тоже хорошая крупа, все, но берем обязательно ту, которая варится от 8 минут и больше, а не вот эти быстрые хлопья быстрого запаривания, там 3 минуты и готово. Все остальные крупы, ну вот еще мне нравится крупа булгур, но ее тоже как бы не все могут себе позволить, да, если животное там крупное, например, а крупа, она, это недешево стоит. Киноа тоже неплохая крупа, да, но тоже как бы не дешевая. Но вдруг кто может себе позволить, почему нет? Они на одном уровне с рисом идут. Очень хорошие крупы и по пищевой ценности, и по перевариванию.
Вот. Что касается перловки, очень часто стала попадаться в составе сухих кормов перловка и овес. Вот это я не рекомендую ни в коем случае. Это только лошадям и людям можно использовать в своем рационе. Животным такие крупы я не рекомендую. Еще есть очень популярная нынче кукурузная крупа, пшеничная. Их я тоже не рекомендую. Если есть какой-то конкретный запрос, что вот, ну вот ничего кроме, да, например, кукурузной крупы, то я еще могу просчитать. Если там аллергические реакции или запор, понос на остальные, то это еще можно. Но в общем и целом эти крупы я не рекомендую. Так же, как и пшено, оно тоже больше будет к последним местам идти. И макаронные изделия в том числе. Макаронные изделия я вообще не прописываю. Это только в крайних случаях, если, например, пишет какой-нибудь питомник, там, да, приют, что вот ничего, кроме, например, макарон нет, я могу просчитать. А Но какое негативное воздействие вот делают эти макароны или там кукурузная крупа? Что в них такое, что мешает пищеварению? давайте разберем. Макароны, вот что касается их, это продукт, сделанный человеком, не из какого-то одного ингредиента. Макароны – это мука, это яйцо, это там обязательно соль, там где-то сахар, и другие ингредиенты могут присутствовать. Там уже все зависит от фантазии. Вот. То есть это сборные солянки, так скажем. И организму собаки и кошки такие ингредиенты тяжелее переварить, чем нежели просто обычная гречка. То есть я придерживаюсь все-таки более составляющей диеты. То есть чтобы все ингредиенты были как можно чище, без каких-то дополнительных, ну вот этих же яйцо, там, да, соль, мука, без дополнительных наворотов, так скажем. Если мясо, то желательно чистое мышечное мясо и с минимумом субпродуктов. Что касается кукурузной крупы, почему я ее не очень люблю? Во-первых, очень часто на нее аллергические реакции. Это прослеживается и по сухим кормам, кто обращается ко мне, и те, кто на натуралке тоже добавляют. Плюс кукурузная крупа, она с, так скажем, наиболее повышенным содержанием глютена. Как следствие, и показывает потом практика, что очень часто из-за этого возникают аллергические реакции. Если есть в анамнезе сахарный диабет у питомца, то кукурузная крупа тоже сразу исключается, как раз-таки из-за повышенного содержания глютена. Вот. Что Скажите, касается... извините, тут вот уточняют в чате, что разве булгур это не пшеничная каша, только обработанная по-другому? Да, но вот как раз по пищевой ценности пшеничная, она ну, совсем рядом не стояла. Да, это я вижу именно по обращениям, по своим пациентам, поэтому пшеничную я не рекомендую. Ну и вообще она при заваривании, она уже такая, как мука, поэтому не советую. На нее тоже, вот на булгур, как показывает практика, аллергических реакций нет, даже у аллергиков в острой фазе, а у пшеничной через одного буквально. Поэтому вот как показывает практика, то есть другая обработка уже дает вот такой результат. Там то же самое и рис, я бы так сказала, он есть и не шлифованный, да. Вот котам, например, лучше идет не шлифованный рис, который чуть погрубее обработка идет, да. Но его, к сожалению, тяжеловато достать в магазинах, не везде попадается. Вот. Так же, как и коричневый рис. Но вот бурый рис, там есть еще красный, черный и так далее, я их тоже не рекомендую. Кошкам еще возможно попробовать, если есть предрасположенность к запорам. Собакам крайне нет, потому что на такие виды риса практически сразу же срыв. То есть они идут... Даже я просто думал, что рис, он... ну, рис для всех рис одинаковый. Оказывается, еще и разные виды можно только разным...
Очень много. И даже есть там тайский, есть пропаренный. Вот пропаренный рис тоже не рекомендую никому, ни кошкам, ни собакам. Это тяжелая пища, так скажем, для организма. Вот. А просто не шлифованный, тот, который там рисинка, она такая, как с черточками, как прочерченная, его можно попробовать. Но если нет проблем с ЖКТ. У кошек чаще всего, просто я по своей, опять же, практике вижу, это склонность к запорам. Вот. У собак больше склонность к поносам. Вот. Поэтому кошкам грубее можно, собакам нежелательно. Понял. Тут я попробую два вопроса в один объединить. Тут пишут, значит, что есть консервы, в которых есть внутри уже там какие-то ягодки, тут рис вместе, все ягоды целиком, куски мяса. И, собственно, вопрос второй, это то, что в кашу, вот эту консерву смешивать с кашей. Можно ли вообще там порция какая-то каши сварить, туда пол консервы сделать, и вот это как бы можно считать едой полноценной? Или, ну, или хотя бы Это как? Да, вот такие лайфхаки я рекомендую тем, кто на натуралке и собрался, например, в поход или в дальнюю поездку. То есть, когда меня спрашивают, что делать, если там мы едем в поезде несколько дней, ничего нет, ни холодильника, ничего, да, тогда я рекомендую, можно взять консерву, но желательно без добавления риса и других круп. Желательно, чтобы консерва была чистое мясо, ну и там минеральные добавки какие-то. Можно немного, если будет каких-то овощей, но желательно без круп. Во-первых, такая консерва экономически невыгодная, то есть по цене вы, скорее всего, приобретете ее по такой же, как нежели купите консерву с чистым мясом. Ну, по крайней мере, там будет так написано. Вот. Во-вторых, вы еще будете добавлять углеводов, и у вас получится дисбаланс. У вас в рационе будет углеводов больше, чем белка. Но Вот. такое временное решение можно применять, хотя бы какой. Или вот какая-то крайность какая-то, то почему нет? А Конечно, постоянно нельзя так кормить, да? постоянно нет, потому что, во-первых, повторюсь, в влажных кормах идет всегда избыток жира, и чтобы его компенсировать, сбалансировать, то есть там чуть ли не ведро каши нужно отварить, да, особенно если у питомца есть какие-то хронические заболевания. Плюс еще именно во влажные корма бесконтрольно сыпят минеральные добавки, что чревато, особенно для кошек, у которых, для котов точнее даже, уточню, да, у которых большая склонность к мочекаменной болезни. Вот, то есть переизбыток минералов, если будет в рационе, то камешки начнут образовываться вообще быстро. Поэтому влажные корма, повторюсь, это большая крайность, и постоянно так кормить нельзя. Плюс вы не сможете так сбалансировать. Даже мы, ветдиетологи, через программу забивая, все равно там есть много нюансов, которые невозможно никак сбалансировать. То есть либо ведро каши отваривать, там, да, и плюс вот эти минеральные добавки. Очень плохо производитель прописывает их в составе. Где-то даже не прописывает. И ты никогда не узнаешь, какой там правильный баланс. И в этом идет загвоздка. То есть, а так вы периодически, да, можете, почему нет. Понял. Так, дальше у меня. Давайте еще один вопрос про глютен, я такой задам. Правильно ли утверждение, что глютеном забиваются ворсинки в желудке, и это может привести к авитаминозу? Или это по-другому как-то работает? Глютен сам по себе, в чем его опасность? Глютен вообще это что у нас? Это такой растительный белок, да, который содержится в крупах. И его как раз тоже, кстати, учитывают в гарантированных анализах любых сухих кормов, где прописывают крупы, да. Вот. Но то, что он забивает там ворсинки и плохо все работает, это все еще не прям 100% доказано. Нету таких вот прям все, вот научная работа, вот держите, глютен запрещен. Мы проходили, когда курс, там рассказывали, что вообще, по сути, глютен важно соблюдать только кому? Диабетикам. То есть, когда диабетик к вам обращается, вот тогда мы точно по максимуму исключаем. В остальных случаях
Ну, нету такого. Ну, вот чтобы прям перестал работать кишечник или авитаминоз, что плохо будет что-то усваиваться, нет. Вот то, что растительный белок плохо переваривается печенью, ну, то есть печеночные ферменты не очень хорошо начинают выделяться, работать, ну, это да, это гадалки не ходи, потому что печень животных, она приспособлена для переваривания животного белка, никак не растительного. И если там будет преобладать растительный белок, могут начинаться проблемы с печенью, которые покажет в первую очередь биохимия крови. Мгм. Вот. Вот, А так кстати, вот опасно, я бы не сказала. Питайтесь разнообразно, как бы добавляйте. Иногда и с глютеном можно, иногда без. Но вот чтобы вот какая-то такая маниакальная страсть исключить глютен, у вас не должно быть, потому что он практически везде содержится, во всех крупах. понял. Э, Тут начинается у нас небольшой спор в чате, что, возможно, у вас, ну, про какие-то, скажем так, возможно, дешевые консервы информация, потому что, может быть, есть какие-то хорошие консервы. Ну, то есть, или у вас, вы считаете, что все консервы, которые делают для собак, они все, ну, примерно одинаковые? Или все-таки есть Э, какие-то Нет, качественные? они примерно одинаковые, но когда я делаю подборы, мне просят сухой корм и влажный корм, да, чтобы вот иногда баловать морду. Я, конечно, смотрю составы, и есть небольшой список, который можно использовать. Но, повторюсь, все равно не на постоянной основе. Я даже это владельцам прописываю, да, то есть не увлекаемся ими. И не будут вам никто хорошие консервы сбалансированно делать, потому что консерва, она и идет как дополнительное питание. Она для этого и предназначена. Для этого ее в банку и закатывают, чтобы вы могли ее с собой взять и поехать куда-то. В том числе и сухой корм изначально был изобретен именно для этого. Не для постоянного кормления, а как лакомство и как спасение, как в армию, как говорится, когда ходят в поход, чтобы был сухпайок. Изначально для этого сухой корм был изобретен. Это потом уже маркетологи сделали свое дело. И сейчас, наверное, 50% людей на планете кормят питомцев сухим кормом, потому что это удобно. И я с этим даже и не спорю. Это действительно удобно. И я сама свою собаку несколько лет кормила сухим кормом. Вот. Ну, то есть, чтобы вы отдавали себе отчет в этом. То есть вы можете сами почитать историю изобретения сухого корма. Вы можете почитать интересную историю про лабораторные исследования сухого корма, что была такая история, что можно из кожаного башмака, машинного масла и, по-моему, опилок сделать сухой корм. Вот Понятно. есть история, да, и то есть для чего это пишут? Чтобы вы не верили всему, что написано на упаковке, и отдавали себе отчет, что вы кормите питомца так, потому что это удобно вам, а не питомцу в первую очередь. Вот. Всякие жизненные ситуации могут быть, да, и вы просто должны с этим смириться, как говорится, и, ну, во-первых, не долбить себя, потому что я прекрасно понимаю, есть бабушки, да, которым, ну, вот, ну, никак варить там каждый день что-то, изобретать и балансировать, да. Есть там приюты или еще какие-то другие ситуации. Просто, чтобы вы осознавали, изначально сухой корм и консервы были не для сбалансированного питания, как это преподносит нам телевидение. Вот. Понял. Давайте я, наверное, вопросы из чата буду брать, потому что я смотрю, тут их задают и задают. Мгм. Так, значит, каши, вот по поводу добавления каши мяса я спрашивал для котов. Какое мясо для котов? Есть ли вообще разница с мясом для собак или мясо для котов? Да, есть, так скажем, не то, что разница, а предпочтительнее, если собакам можно брать мясо средней жирности, если есть проблемы с ЖКТ, можно даже брать постное мясо, такие как грудка, да, там куриное или индейки, то для котов такое мясо не подходит вообще. То есть сколько я прописываю, все равно это больше идет пожирнее мясо. Бедро индейки,
голень индейки, седло барашка, грудинка говяжья, ребра говяжьи, утиные окорока. То есть это то, что желательно котам и кошкам. Почему? Потому что в грудке, во всей постной мясной составляющей любого животного будет повышенное содержание фосфора в первую очередь и большое количество белка в любом постном мясе. Нежелательно это кошкам. У кошек должен быть баланс и белки, и жиры примерно на одном уровне. Вот. А если мы откроем питательную ценность той же куриной грудки, мы увидим, что там всего будет 9 граммов белка, например, и 20 граммов, точнее наоборот, 20 граммов белка и 9 где-то жира. Это мало, очень мало для кошки. Для собаки такой БЖУ более-менее подходит, для кошек нет. Вот, поэтому тоже, вот недавно я где-то, по-моему, в телеграм-канале у себя писала, что кошкам мясо более жирных сортов берем, не боимся, даже если по анализу показывают проблемы с печенью, но тут желательно все-таки с ветдиетологом поработать, составить рацион, просчеты сделать. Вот. Но даже если вам просто ветврач говорит, постное мясо берем, попостнее, там грудку, да, пожалуйста, не делаем этого. Лучше к ветдиетологу обратиться и не бояться использовать мясо жирных сортов. У собак более постное можно. Но я тоже стремлюсь переводить на более такие средней жирности. Понял. А какие овощи вообще собакам и котам отличаются овощи или там все, что едят, можно давать? Овощи. Ну, я всегда вообще прописываю небольшой список овощей. Мои фавориты – это кабачок, морковь. Это самые доступные из овощей на рынке, которые всегда можно достать. Да? И по той же ответной реакции организма, аллергических реакций, именно на вот эти овощи не возникает. Что касается тыква, ее, например, очень мало кто из животных любит. И кошкам тыкву в крайних случаях могу просчитать только по запросу. Тоже потому, что в ней много фосфора. Вот. Что касается свеклы, неплохой овощ, в принципе, почему бы и нет. Его очень много добавляют в сухие корма, там свекольный жом. Но не рекомендую, потому что очень часто может слабить, особенно собак. Вот. Капуста пекинская, почему нет? Пекинскую тоже прописываю, неплохая такая альтернатива кабачку. И по содержанию фосфора хорошо все, и по поедаемости более-менее, но тоже ее не всегда получается достать, да. А что касается брюссельская, цветная капуста, можно в очень маленьких количествах. И не забываем, что вот как раз эти овощи, особенно у собак, могут забродить. То есть это легко бродящие такие овощи, как и обычная белокочанная капуста, да, которая может что? Вызвать газообразование и боли в животе и так далее и прочее. Поэтому стараемся ограничивать овощи по вот этим свойствам, по газообразованию. Да. Тоже касается и фруктов. Те же бананы – это газообразующий фрукт. Те же дыни, арбузы, которыми очень почему-то любят у нас кормить владельцы. Вот, и не задумываются о том, что помимо того, что это вот сахар, галимый сахар, что в арбузе, что в дыне в большом количестве, да, это еще и как просто мощный газообразующий продукт. Даже мощнее, наверное, чем овсяная каша. Кстати, никто об этом не задумывается. Хочу немножко отступить назад, рассказать, что когда я работала в воспитательной колонии, да, и служебным собакам закупали самую дешевую крупу, это вот геркулес.
И очень многие на приютах его закупают, да, до сих пор, потому что это дешево, потому что это очень быстро готовится, и вообще все супер. Еще положил ложку, а получилось 6 ложек. Разбухло, и вообще красота. Кажется, что ты вот сейчас накормишь, и они счастливые и довольны будут. Но эта крупа, помимо того, что она очень грубая клетчатка, да, в ней содержится, она еще имеет вот такое дурацкое свойство, как очень быстро закисать. Особенно летом, когда готовите, буквально может за 1 час крупа скиснуть. Даже если вы поставите ее в холодильник и обложите льдом и так далее, прочее, очень быстро закисает. Поэтому перед тем, как кормить, обязательно проверяем, мешаем ложкой. Если видите хоть пару пузырьков, все, не рискуйте, выливайте в унитаз, и лучше пускай собака сегодня будет голодная, у нее будет разгрузочный день, но вы таким образом спасете ее от острого расширения желудка. Очень много собак полегло из-за этой крупы, именно с острым расширением желудка, не успевали их спасти. То есть это когда раздувает как бочку животное, да, и в последующем может быть перекрут из-за вот этого быстрого раздувания желудка. Вот, поэтому крайне не рекомендую эту крупу часто использовать. Так же, как и овощи, и фрукты быстро газообразующие. Это и виноград, он хоть и запрещен, да, как бы собакам и кошкам вообще, как запрещенный идет продукт, но у нас люди же разные бывают. Тоже касается и груши. Лучше скушайте ее сами и желательно не на голодный желудок. Груша тоже очень сильно газообразующая идет. Из фруктов единственное, что я могу рекомендовать всегда, это зеленое яблоко по типу сорт семеринка либо гренни. Самые безопасные. Хоть они и то могут как бы вызвать газообразование небольшое, да, бывает, часто пишут, что портят воздух питомцы после поедания яблок, но из всех фруктов это самые безопасные. Понял. Сейчас быстренько ответ на такой вот вопрос. Огурец, помидоры, картошка. Можно собакам? Я так понимаю, сырые. Вот, вот эти вот именно 3. Помидор, ну, как бы не скажу, что прям такой супер-пупер продукт для питомцев, но можно. Если нет никаких аллергических реакций, можно. Но и помидор, и картофель при гастрите запрещен. Особенно в сыром виде. В отварном, если картофель еще в крайних случаях можно использовать, в сыром при гастрите запрещен. И там содержатся вещества, которые как раз-таки не помогают, а только усиливают воспаление желудка. То есть при гастрите нужно исключить все такие ингредиенты, которые будут провоцировать дальше там, повышение кислоты, либо наоборот понижение. То есть нужно, чтобы желудок сам начал восстанавливаться. И вот именно вот эти сапонины содержат в себе и картофель, и помидор, и их исключить. Что касается огурца, я тоже его прописываю, котам особенно, потому что отлично, много клетчатки, много влаги в нем, да, мало фосфора, отлично подходит, но не все его едят. Вот, коты еще как-то более-менее, собаки не очень. Поэтому тут можно, но, повторюсь, я что всегда рекомендую? Если вы хотите угостить своего питомца яблоком, огурцом, там даже вот этой же дыней, арбузом, делайте это в очень мизерном количестве и только после еды. Нежелательно, чтобы это было между приемами пищи, то есть чтобы это было на голодный желудок. Любая пища максимум в желудке содержится 2 часа максимум. Это вот прям там, чтобы не намешано было, да, то есть вот и замеряем. Если 2 часа после пищи прошло, уже нежелательно не давать никакие лакомства, никакие погрызушки, никаких косточек, рога, оленя, копыта и так далее и прочее. И огурцы, и яблочко, даже маленький кусочек или морковки нежелательно, потому что вот именно эти маленькие кусочки провоцируют потом гастрит. То есть в желудке пусто, и вы кинули туда 1 кусочек морковки, а желудок вообще-то думал, что там еще будет ребра барана как минимум, и вот все, кислоты много, а переваривать нечего. Понял. Тогда следующий большой вопрос – это варить или не варить? Вот мясо, овощи. Кто-то приваривает, кто-то варит полностью, кто-то не варит вообще никак.
Да, Что тут можно посоветовать, сейчас секунду уточню, что можно посоветовать универсально? Я понимаю, зависит от состояния животного, от того, какие там болезни есть или нету. Но представим, животное здоровое, ничем не болеет, ну и вот захотели чем-то покормить таким. Собственно, что лучше? если это со щенка у вас, да, и вы изначально начали без сухого корма, а на натуралку, сначала варенка, да, вареное мясо там, запросто можно и сырым кормить. Если вы уверены в качестве мясных продуктов, если вы покупаете в проверенных местах, я не против сырого мяса, кроме свинины. Но у меня есть пара клиентов, которые рискнули, начали кормить именно сырой свининой, и у собаки все стало идеально именно на таком питании. Вот. Поэтому я не против сырого, если животное полностью здорово, если недолго питалось сухим кормом, то есть недолго, если с рождения там, ну вот максимум год, да, например, на сухом корме было, а потом вот вам моча в голову ударила, все перевести на натуралку. Почему нет? Постепенно, с отварного, постепенно переходим на сырое, кормить, пожалуйста. И я даже больше склоняюсь к питанию именно сырым, потому что это меньше затрат самому человеку, да, нафасовал в морозилку и все. Лучше усваивается, больше витаминов группы В именно в сыром мясе сохраняется, больше аминокислот именно в сыром мясе, того же белка именно в сыром мясе и жира тоже в сыром мясе сохраняется больше. При отваривании у нас большая часть жира куда? В бульон уходит, да, белок тоже какая-то часть небольшая, но расщепляется, будет меньше. Вот, тех же витаминов. Витамины группы В – это самые неустойчивые витамины в мире. Буквально чуть света, и все, они уже разрушаются. Термообработка тоже на них действует плохо. Поэтому тут как бы вот. А в дальнейшем, конечно, уже выбор за человеком стоит. Если вы смотрите у питомца идеальный стул, пожалуйста, продолжайте дальше, кормите, вас все устраивает. Если вы видите, что началось разжижение стула, то, конечно, лучше пробовать пока отварное, а постепенно потом можно опять попробовать на сырое. Но бывают такие питомцы, которым ну никак. Ну, зачем тогда изобретать велосипед, да, кормите дальше отварным и спите спокойно, как говорится, а не То есть можно носитесь. сказать, что отварное это такое безопасное мясо. Ну и, в принципе, Да, овощи. да, практически, да не практически, а все диетологи все-таки больше склоняются к отварному, потому что нас учат на курсе, что это безопасно, бактерий нет, все, глисты все умерли, это самое безопасное. Но это мы, как врачи, мы и должны так говорить и толдычить, потому что, ну, люди у нас такие, да, если они решили сырое, и собаку пронесло, кто будет виноват? Явно не они. Явно будет ветдиетолог виноват. Поэтому мы, как врачи, обязаны рассказывать, что безопаснее всего, в первую очередь. Да, я Вот, понимаю. за вами, как говорится. А витамины, ну, при варке, они же уходят, наверное, да? Ну, Да, вот витамины группы В, но они уходят и в сухом корме. Я зачитывала лекцию по подбору сухого корма на своем канале, да, и там рассказывала, что вот как раз витамины группы В буквально на 70% их меньше становится, по-моему, через год в корме. То есть практически они исчезают. Вот их туда насыпали, но вот так вот. То есть их практически там уже нет. Поэтому в дополнение к сухому корму раз-два в год можно смело давать комплекс витаминов группы В. Самый популярный и доступный сейчас в жидком виде у Биофар. Он прям так написано на нем: комплекс витаминов группы В в жидком виде. И для кошек, и для собак он идет. то есть, можно сказать, что идеальная натуралка это все сырое. Правильно я понимаю? Ну, по большей части, конечно, да. Но натуралка и отварным тоже так же считается. То есть Хорошо, тут а нужно ли добавлять витамины или масла при кормлении натуралкой, или это индивидуально? Или это универсально там, если кормите натуралкой, значит вам нужны точно вот такие-то витамины?
Я всегда прописываю витамины и минералы, просчитываю индивидуально каждому, да, и прописываю замены, какие возможно сделать. В принципе, любой препарат можно заменить, можно подобрать так, что вы пойдете только в человеческой аптеке, купите самые дешевые распространенные, и тоже будет полный комплекс. Но то, что на постоянной основе давать, это да. Единственное, кому можно подобрать без добавок практически вообще, это только мелкие породы собак. То есть, когда я просчитывала большие рационы барф на коммерцию, на производство, да, только маленьким собакам можно все собрать воедино из натуральных продуктов, чтобы они все получали из рациона. Но там в любом случае будут масла, то есть, например, подсолнечное масло, да, как источник омега, рыбные масла, там лососевое масло тоже как источник омега, витамина D, да, а все остальное, группа В, минералы, это все можно составить из продуктов. Все, что уже больше малышей, больше там 3-5 килограмм, невозможно уже сделать все из продуктов. То есть это будет либо переизбыток белка, либо переизбыток жира, чтобы вот все. И как следствие переизбыток калорийности. А это уже плохо. Вот, поэтому лучше добавлять, и ничего страшного в этом не вижу. Почему? Потому что вообще-то в сухом корме всегда идет переизбыток и витаминов, и минералов, потому что производитель не может отследить, сколько усвоится, сколько при обработке, при изготовлении корма останется, то есть это же все замешивается в один чан, и поэтому производитель всегда сыпет чуть ли не в 10-кратном размере, с учетом того, что что-то при обработке там, да, что-то потом при транспортировке еще где-то там подвялится, разложится, уйдет. Ну и пока до стола дойдет, как говорится, тоже там что-то может разрушится. Вот. Поэтому, но, опять же, обращаем внимание на то, что питомцы, едящие сухой корм там, по 20 лет, не страдают от избытка. От избытка в основном страдают коты, у кого мочекаменная болезнь. Вот. Только они. Ну, у собак такая болезнь редко возникает, но тоже может быть. А все остальное, как бы, питомцы каждый день получают витамины и минералы в огромном количестве. А мы, как ветдиетологи, мы прописываем вот, чтобы хватило именно вашему организму. Все. Там переизбытка нет. Поэтому принимать их каждый день почему нет? Хм. Такой тогда вопрос. Вот на натуралке без каши может быть переизбыток белка, я так понимаю, если каши не добавлять, вот как такой дополнительный. Если это система БАРФ, если вы просчитываете это с ветдиетологом, ну, все по-разному считают, да, я всегда стараюсь все-таки, чтобы это был, он будет в любом случае чуть-чуть переизбытка, чтобы был баланс между белками и жирами. Потому что если нет углеводов, животное будет получать энергию из жиров. Вот. А для этого нужно и количество белков определенное, чтобы жиры, так скажем, все усваивались, да, чтобы ничего лишнего нигде не откладывалось и не оставлялось. Поэтому чуть выше белок будет всегда, но не прям в 10-кратном там размере, да, как многие пишут. И вот кто на коленке составляет рационы БАРФ, кто там просто вот форум какой-то открыл, почитал, там что-то процент от массы тела, и я такие рационы просчитывала, там чаще всего в 3 раза избыток белка идет. То есть в 2 допустимо еще вполне, а в 3 это уже много. Особенно для собак. Для кошек еще можно допустить, да, а для собак никак не желательно. Понял. Э, так, просто тут вот Динара начинает немножко тоже спорить, что, возможно, у вас э, недостаточная или слегка устаревшая информация о том, что вот кашами кормят собак, потому что это хищники, а обычно это, наверное, мясо плюс овощи и немножко злаков. То есть в кашах действительно ли есть такой смысл? Или все-таки лучше ими не кормить, скажем так?
Но насчет устаревшей информации не знаю. Как раз-таки устаревшей много информации до сих пор на просторах интернета по поводу того, что нужна каша или нет. Но не все же проходят курс диетолога, да, где рассказываются именно научные данные, которые уже доказаны, прописаны в книгах и так далее, и прочее. Причем не в России, а за рубежом проводятся специальные исследования, что доказано уже давным-давно, что собака – это плотовсеядное животное. Не просто хищник. Кошка – хищник. Собака плотовсеядная, чуть ли не как человек. Мы можем и в принципе и на растительном белке может даже выжить, вот, но нежелательно, да, то есть она может и углеводы переваривать. Уже доказано, что есть этот ген, который способен переваривать углеводы. Наименьший процент этого гена у всех старых пород, особенно те, которые охотничьи породы. Вот. То есть это борзые, те же лабрадоры, да, там, ну, прям старинные породы. Вот особенно борзые и хаски, насколько я помню, тоже у них вот этот ген, ну, в меньшем количестве, так скажем. То есть они меньше переваривают углеводов. Все остальные, все хорошо у них, все они переваривают, но это выбор каждого. И это желательно, чтобы вы индивидуально подбирали к своему питомцу. Потому что он может в 10 поколениях быть, у него родственники барфистами, которые на кости, мясо, овощи хорошо реагируют. Но именно ваш будет вот такой, которому не подходит такое питание. Но вы же не будете дальше кормить этим. Вы будете заменять часть жира углеводами, чтобы питомец чувствовал себя хорошо, получал энергию и прекрасно ходил в туалет. Это ваша главная задача. И еще такой момент. Очень многие владельцы на барф хвалятся своими какашками, что у них супер сформированный стул, но только убрав кости из рациона, у питомца стул ухудшается. И если кто не в курсе, это вообще-то плохо. Стул должен быть сформирован и без костной составляющей, и даже без углеводов он может быть сформированный. Почему я это рассказываю? Потому что у меня у самой собака, по сути, на системе барф, только без костной составляющей. То есть витамины, минералы, масла, овощи, мясо я добавляю без всяких хвостов, шеи, голов и так далее и прочее. И у нее хороший стул. Вот. То есть вы как раз вот мой следующий, один из следующих вопросов заранее ответили. Вот субпродукты и в целом вот питание собаки, как волка, грубо говоря. Вот волк там питается всем внутренностями, всеми, что он там поймает, и тем и питается. То есть нужно ли опираться или можно ли опираться на, глядя на волков, при составлении рациона, или собакам это уже не нужно, и они уже как бы другая ветвь эволюции, и как-то у них все это по-другому работает? Во-первых, конечно, совсем по-другому. Наши собаки уже давно не волки. Вот. Отчасти мы сами в этом виноваты, потому что, опять же, повторюсь, начали хорошо использовать лакомство сухих кормов, да, в постоянной основе. Вот. То есть очень сильно изменилось питание, и я вам это рассказываю как сама владелец не одной собаки, да, у меня у самой их было, не соврать, 4. Плюс я работала в питомнике, где было 23 собаки на постоянной основе. В другом питомнике работала, там тоже в приюте была. И я видела очень много собак, и они уже давным-давно не волки. Давным-давно. Но за основу всегда берется, конечно, рацион волка, да, в принципе, для составления рациона, как бы вид диетологии. У кошек мышка, если кто не знал, да, берется за основу питания, составления всех нутриентов, там, минералов, количество белка и так далее и прочее. И если смотреть у собаки, то волк поедает и внутренности, и кости, и желудок там, да, с зерном, там, ну, типа якобы это как источник углеводов, но в ферментированной форме, там, не то, что наши каши и так далее и прочее.
Это все, конечно, здорово, но, повторюсь, ваши-то питомцы не 6-8 лет живут. Вы хотите даже, чтобы ваша немецкая овчарка прожила как минимум 15 лет. В дикой природе такого нет. Волки столько лет не живут. И какое качество жизни у них, никто из нас с вами не знает. Мы не смотрим, какой у них стул. Ну, не смотрим. Никто за ними особо не наблюдает. Никто там не прописывает. Вам показывают, если кино, то это как волк ведет стаю или как защищает свою волчицу. Все. Никто вам не рассказывает, какой у него там, какая биохимия крови, есть ли у него камни в мочевом пузыре и так далее и прочее. Эту часть особо никто не изучает. Вот. Поэтому тут нужно обращать внимание на то, что изучает именно наших питомцев. И ветдиетология именно вот собак сегодняшних изучает, как влияет на нее количество каши, какое количество белка нужно при этом заболевании, какое при этом. Вот на это нужно обращать внимание. На просторах интернета, к сожалению, этого практически нет. Вот кто ветдиетологи ведут страницу, да, вот в России именно, там еще что-то вот, доносят более современно. Все остальное – это все перепечатывание, копирайтинг вот просто любительских каких-то форумов и страниц. Поэтому не относитесь, пожалуйста, к своей собаке вот прям как чисто волку. Вы можете такое питание подобрать вот по системе БАРФ, приблизиться к питанию волка, да, но смотреть за состоянием здоровья в любом случае. И не надо с бухты-барахты, вот если вам там биохимия пестрит повышенными показателями, да, какими-то, и вы все равно настроены на систему БАРФ. Так делать не нужно. Нужно все-таки к этому более ответственно подойти, наладить питание, диету, выровнять показатели, а потом, пожалуйста, кормите как волка, как хотите. Вот. А по поводу внутренностей, я прописывая, если это прям диета, я вообще не рекомендую субпродукты. Ни печень, ни сердце, ни почки, ни рубец даже, всеми любимый, я не рекомендую на этом этапе. Потому что все субпродукты считаются низким по качеству белка. Кто бы что ни говорил, но качественный белок будет содержаться только в мышечном мясе. Все остальное – это низкоусвояемый белок. Это плохо для организма в стадии вот какого-либо обострения. Что это будет печень, что почки, мочекаменная – это все плохо. Нужно самый легко усвояемый, доступный белок. Это мышечное мясо, больше ничего. И, в принципе, субпродукты, вот если заходя дальше, там смотрю, да, добавляют сухие корма, это только для удешевления рациона. Никаких там супер-пупер полезных продуктов нет. Особенно мне нравится в сухом корме рубец. Рубец будет полезен только в сыром виде, не проваренном, а вот сырой, зеленый, вонючий рубец. Вот чем вкуснее он пахнет, что вас сносит, тем полезнее он для питомца будет. Но не в большом количестве. Вот. Все остальное я не рекомендую. Легкое – это очень плохой по качеству белок, который очень часто слабит. Печень, мало того, что в нем некачественный белок, так еще и большое количество витамина А. Это жирорастворимый витамин, от которого слабит даже кошек. Даже в маленьком количестве, если печень давать, слабит. Вот. Поэтому с этим все очень осторожно, аккуратно. Если хотите удешевлять рацион, пожалуйста, но просчитывайте желательно с ветдиетологом, либо сами в очень мизерном количестве и не каждый день. Я понял. Хорошо. Вот Динара живет в Германии, и я так понимаю, у них ветеринары другого мнения о питании, в принципе, я так понимаю. Что взять консервы, что взять сырое питание. Хотел вот спросить, а вы общаетесь с какими-нибудь зарубежными коллегами, и что они об этом вообще думают? Но сама Анна Ленева, она живет в Германии, та врач, которая как раз-таки курс в России запускает. То есть она у нас монополист, так скажем, на рынке, да, и она единственная, кто создал вот эту программу для просчетов,
кто рассказывает полный курс ветдиетологии, единственная, кто приезжает в Россию, здесь рассказывает. Все, что преподается здесь, это уже пересказ ее информации. То есть как раз-таки в Германии научный институт, она там работает и рассказывает, и все практически нормы, все взято оттуда. Вот. Насчет того, что там другое мнение, так и у нас в России мнение-то другое. Если наших ветврачей послушать, они вам скажут: роял канин, хилс, и идите отсюда. Очень маленький процент ветврачей, которые отправляют к ветдиетологам. Очень маленький. В основном ко мне приходят по сарафанному радио именно владельцы. Буквально, может, с год как начали приходить от ветврачей. Очень стало меня радовать. Но это вот буквально один врач в Ростове, один в Краснодаре и один там в Москве. То есть вот их вот по пальцам пересчитать. Очень маленькое количество, кто сейчас склоняется к натуралке. Я состою сама в чате ветврачей, которые по всей России, да, то есть там ветдиетолог я одна, из 150 человек ветврачей я одна ветдиетолог. Только вдумайтесь в это. Это уже о многом говорит, да, и, честно вам скажу, не всегда там ко мне прислушиваются. Все-таки все нацелены на симптоматику любого течения болезни. Когда им говоришь, может, все-таки надо начать с питания, там как бы в основном в штыки воспринимают это. Мало кто хочет в это ввязываться и что-то пробовать. Вот. Поэтому ничего удивительного, что у вас в Германии там как-то по-другому относятся и, скорее всего, тоже рекомендуют влажные сухие корма. Но вы спросите, есть ли у них образование ветдиетолога. Очень мало ветклиник, кто об этом заботится, кто заставляет прям проходить ветдиетологию курс, да, при работе в ветклинике. Очень мало. В основном все ветдиетологи, я, еще мои коллеги, они в основном все онлайн ведут работу. В ветклиниках практически никто не сидит, потому что это, не очень выгодно, честно вам сказать. Когда я недавно была в ветклинике в местной здесь, да, и приходили люди, и там что-то про питание, вот мне врач, я просто там чуть ли не в гости приехала, а мне ветврач говорит: пожалуйста, расскажи. Вот он стоит, что попало, говорит, я не могу это слушать, расскажи ему, как надо. Ты рассказываешь, тратишь свое время, а он разворачивается и покупает роял канин и уходит. Вот, поэтому как бы ничего удивительного. Никто не хочет работать с теми, кому это не нужно. Мы предпочитаем работать с теми, кто сам уже обращается, кому это нужно, кто сам задумывается и готов к работе, к переменам, да, и, как говорится, к труду. Потому что перевести с сухого корма на натуралку не у всех получается гладко с первого раза. Далеко не у всех. И к этому нужно быть настроенным и дожидаться до результата, да, идти до результата. Бывали у меня случаи, когда мы целый год выводили питомца хоть на какой-то уровень того, чтобы владелец начинал спать по ночам, так скажем. Вот, поэтому не удивляйтесь, что там говорят в Европе, мне бы интересно было знать. Но скажу так, коллеги в основном у меня все-таки это те, которые в России, да, мы все проходили курс у одного и того же человека. Анна Ленева работает в Германии и в России. Понял. Сейчас я отвечу Динаре, что сейчас в данный момент на стриме человек, который занимается ветдиетологией, и у нее свое мнение об этом всем, что там, как правильно кормить, и опыт. А в Германии других людей, может быть, у них тоже получается советовать, и по их советам успешно кормят животных в том числе. И значит, они тоже правильно посоветовали. То есть не значит, что одно мнение в мире единственно правильное. Есть же какие-то альтернативы, которые другой кто-то посоветовал, оно подошло. И вот оно может отличаться от мнения, которое мы слышим сейчас. Но нельзя сказать, что оно вредное или неправильное. Просто оно другое, и, может быть, оно такое же верное, просто звучит из уст другого человека. Мы просто тут... я бы не хотел сейчас спорить на данном стриме с другими людьми, кто утверждает какое-нибудь другое мнение. То есть мы сейчас слушаем мнение одного человека, а ваше дело уже соглашаться с этим или нет. Я просто даю вам возможность услышать, что
что думает ведь диетолог, а вы уже можете прислушаться или же нет. Это уже ваше дело. Просто вот слушаем, и кому нравится, прислушивайтесь и, возможно, меняйте питание своего питомца. Кому не нравится, я же не заставляю вас это делать. Вот, вопрос следующий. Рыба. Куда ее вообще отнести? Как она? Мясо она или не мясо? Мясо, конечно, мясо. Причем очень хорошее мясо, особенно для аллергиков. Но не очень хорошо, конечно, идет для котов, да, потому что огромное количество фосфора там содержится. Если есть склонность к мочекаменной болезни или уже есть мочекаменная болезнь, то рыбу желательно... Ну, если прям есть любовь к рыбе у кота, да, и чуть ли это не единственный вид мяса, который он употребляет, то можно там как-то еще просчитать и хотя бы там раз в 2 недели давать. Но желательно при мочекаменной и хронической почечной недостаточности этот вид мяса исключить. А так, это отличный вид мяса. Очень много аллергиков бывает остаются только на рыбе, потому что, если кто не в курсе, то лучше всего вообще и у людей, и у животных кровь реагирует на поступление как раз-таки рыбы в наш организм. Ни говядины, ни свинины, там, да, ни курицы, а именно рыбы, потому что это один из самых легко усвояемых белков. То есть вот там структура белка такая, что она не утяжеляет функции организма вообще никак, особенно белые сорта рыбы. Вот. Очень много аллергиков, кто ко мне обращаются, на рыбе мы выходим в стадию, так скажем, вот этой ремиссии. Практически в 70% случаев. То есть есть там легкие степени аллергии, кто может с одного вида белка на другой переключиться и будет уже улучшение, а есть вот там затяжные случаи, там несколько лет не могут вообще никак от аллергии избавиться. Чаще всего как раз на рыбе начинаются улучшения. А ее Поэтому всю чистить нужно? Или голову оставлять, или только филешку давать? Как вообще рыбу дают? рыба рекомендуется всегда использоваться только в отварном виде. И морская, ну, речная вообще, конечно, нежелательно, но мало ли в какой деревне там кто живет, да, рекомендуется именно в отварном всегда, потому что, вот опять же, ну, большое количество фосфора хоть как-то нейтрализуется варкой. Поэтому голова тут нежелательно. Всяческие чешуя, хвост, позвонки тоже нежелательно. То есть желательно именно филе. Мгм. То есть, а вид рыбы, ну плюс-минус, скажите там пару видов рыб, которые там для котов и для собак. Или если она одинаковая для обоих, то, ну, Вы тогда знаете, для обоих. самая, наверное, распространенная такая и доступная, и я ее люблю всегда просчитывать, это скумбрия. Мгм. Казалось бы, да, но это такая средней жирности рыба. Хоть вроде она как считается жирная, но при просчете я смотрю, все-таки это больше средней жирности рыба. Плюс, если она еще отварная, то там как бы вот как раз и получается. Вот. Плюс в ней большое количество и аминокислот, и идеально белок, жиры подбираются именно на этой рыбе. И фосфора там все-таки, чем жирнее рыба, тем меньше в ней фосфора. Запомните эту истину. И также и в мясе, да, считается. И вот она жирненькая. И вот если сравнивать, например, с селедкой, да, то селедка там как раз-таки больше жира, чем белка. И фосфора в ней все-таки больше. А вот скумбрия, она идеальна при просчетах. И собакам, и кошкам. Мгм. Хорошо. Так, а как вообще переводят на натуралку собак и котов? Вот в данном случае меня спросили о котах, как перевести на натуралку, потому что они на сухом и консервах, и бывает такое, что они по 3 дня голодные, но не будут есть что-нибудь, кроме этих консервов, которые они уже едят. Мгм. Вот Ну, такие смотрите, привередливые, вот если да, животные. но есть уже лазейка. С консервой едят, да? Это Сейчас, извините, перебью. Сколько раз в неделю давать рыбу собаке или коту? Это закончим с рыбой уже просто вопросы. рыба, ну, я не рекомендую ее чаще 1 раза в неделю, не рекомендую. Но, повторюсь, если собака аллергик и рыба это единственное, что ей подходит, то ближайшие даже 3 месяца на рыбе можно сидеть смело. Понял. При на свет диетологам сами по количеству, ну, не рискуйте, потому что очень много владельцев превышают количество белка и потом разводят руками, что ничего не помогло.
Кстати, по поводу перевода на натуралку, вот как раз я подумал, а есть еще такой вид, как паштеты. Они как лучше, хуже, чем консервы, или это вообще отбросы такие? Хуже, потому что, во-первых, паштет это что? Это даже не фарш, это вообще гомогенизированный такой продукт, да, то есть там уже вообще все волокна раздроблены. И, ну, я бы даже и при гастритах не особо рекомендовала данный продукт, потому что непонятно, что там, если большое количество жиров, то есть та же кошка проглотит, и это, скорее всего, тут же и выйдет. Либо сюда, либо М. туда. Поэтому паштеты нет. Если уж приспичило куда-то ехать, что-то вот прям срочно надо, да, лучше взять консерву без добавления круп. То есть смотрим в составе, чтобы было меньше субпродуктов, отсутствовали крупы, ягоды, овощи, пожалуйста. Но основу составляло именно мясо. Понял. А какие нормы кормления натуралкой? То есть как там по весу рассчитывать, там 150 грамм в целом натуралки за прием? Или это как нету формулы такой универсальной, которая... как не перекормить натуралкой, спрашивают. То есть сухой корм написано норма, там 150 грамм даешь. А вот... Ну, универсально, к сожалению, на натуралке такой прям нет. Мы-то все индивидуально просчитываем каждому, да, изучаем анамнез, то есть все данные питомца, смотрим и анализы, и все. Но вот если смотреть, опять же, зависит еще от рациона, какой рацион будет использоваться. Сейчас я посмотрю, вот у меня программа открыта. Мгм. Если смотреть, например, систему баров, да, так, вот кошка, например, у меня, посмотрим, общий, если вес, вот, например, почти 4 килограмма, то по системе баров та же говядина где-то выйдет 155 грамм в Это сутки. в сутки, ага. Да, ну то есть из них около 100 граммов мяса на 4 килограмма веса. Сейчас я посмотрю, у меня были еще по килограмму барф рассчитаны. Собака. Нет, это котенок. Сейчас 5 секунд. Мгм. Просто просчитывала я коммерцию. Я понял. Найти их. Там было как раз на 1 килограмм. Скажите, может, пока ищете, большое количество жиров это сколько в процентах? И какую норму не должно превышать? Ну, там, суточная, например. Ну, опять же, смотря кому, кошка, собака, да. Собакам я вообще, если в гарантированном анализе смотреть, собакам я вообще не рекомендую выше там 24% повышаться, да, именно Собака, да. именно взрослая собака, даже здоровая, да. Если это система прям барф, то там и до 40% может доходить количество жира. Но это не вредно, вот если вы так говорите, не выше 24. Если собака здоровая, если хорошо питание заходит, нет. То есть, но желательно, вот опять же, кстати, многие барфисты переводят и ложат своих питомцев на диван, как бы, и все хорошо, да, считают. Но если питомец получает энергию из жиров, такому питомцу желательно эту энергию куда-то девать. То есть желательно, чтобы прогулки хотя бы были длительные у таких животных, чтобы это нигде не залеживалось и не откладывалось. Вот. Почему я и говорю, я вообще больше рекомендую барф, это больше спортивным животным. То есть потому что действительно у кошек энергии появляется столько, что мне владельцы уже через неделю пишут: то мы ночью спали, то теперь энергии ему девать некуда. То есть кошки носятся по головам буквально через неделю после перевода на мой рацион. На сухом корме они менее активны, потому что в сухих кормах в 99% случаев белка заниженное количество, то есть по минимальной норме, которую рекомендуют наши ученые, да, вот, а количество углеводов там большое. С углеводов энергия будет меньше. Это Понял. известно всему. Это все спортсмены тоже, в принципе, используют свой рацион, когда там перед тренировками, во время соревнований их более жирные, чтобы была энергия, вот такая длинная энергия. Вот, поэтому
как бы пускай, конечно, кушает, и ничего в этом плохого нет, но главное, чтобы не залеживался. То есть вот у меня барф индейка, 38% жирность у рациона и 51% белка – это у взрослой собаки. И все хорошо. И если смотрим, вот так, 12 килограмм нашла, 350 грамм в сутки. Это сырого питания в целом, там и овощи, и мясо, все это вместе. Овощи, мясо, жиры. Вот, 350 грамм на 12 килограмм живого веса. Угу. Понял. Как бы, я говорю, тут все индивидуально, все Я зависит. понимаю, да, это надо все просчитать и пообщаться индивидуально. Да, поэтому вот прям такие какие-то нормы, я не скажу. Я могу сказать БЖУ нормы, да, когда вот сухой корм подбирают, вот на гарантированном анализе смотрим, да, чтобы у собак это было минимум 24% белка, минимум. Что ниже, уже корм этот ставим на полочку и идем дальше. Вот. Если смотрим щенка, то это вообще желательно 28 минимум процентов, чтобы было. А что касается жира, ну, уже взрослые собаки, если у вас питомец домашний, не спортивный, то максимум 18% жира. В гарантированном анализе, то, что внизу под составом прописано. Если это щенок, то 24% желательно, чтобы была жирность, потому что щенкам как раз-таки нужна энергия для роста, для того, чтобы они бегали, наращивали мышечную массу и, в принципе, массу в целом. Это должны быть жирные рационы. И в сухих кормах тоже есть такие процентовки. Если поищите, обязательно найдете. То есть то, что меньше 18 прям процентов, вообще не стоит брать для щенка. Такие корма, они очень быстро сытость будет проходить, и питомец вас просто задолбит. Он будет постоянно голодный ходить. Чтобы не было такого, смотрим высокий процент жирности. У кошек, если смотреть, ну, там могут много где наврать, там добавить горох, нут в корма, да, для того, чтобы процент белка был высокий. Но все равно меньше 28% нежелательно смотреть корма. Это по количеству белка. По количеству жира у кошек может быть вообще до 30% смело. То есть тоже меньше там 18% даже не смотрим. А вот Динара написала, что у них во влажном корме 6,5% жира. Я так понимаю, это на 100 грамм продукта. Это вообще много или мало? Это во влажных кормах не пишут на сухой перерасчет. Вот в чем проблема еще. То есть там пишут на сырое именно. В сухих кормах с этим легче. И даже вот натуралку, я сейчас открываю программу, да, там все равно идет перерасчет на сухое вещество. И именно на этом ветдиетолог и основывается. То есть, понял. Это нужно переводить на сухое вещество, да? Надо переводить на сухое, и там будут совсем другие граммы, и не очень хорошие. Вот. Динара, да, протеин это белок. Вот, мы отошли от темы, как перевести на натуральное питание. Вот если не ест, ну, привередливый зверек, не хочет есть. Про кошку, да, вспомнила. Да, там сейчас. кошки были, да. Да, смотрите, если есть уже зацепка, что влажный корм ест, да, с ним хорошо ест, то сухой корм желательно. Если это кошка, желательно все сухие корма. Вот завтра решили на натуралку переводить. Сегодня все сухие корма из дома убираем. Моем это место не с хлоркой чем-то, а таким хорошим моющим, чтобы не оставалось запаха и следов жира. Потому что сухие корма очень много жира оставляют после себя. Даже через упаковку могут пропитать полочки. То есть, чтобы запаха вообще не осталось. Все влажные корма храним в холодильнике, да. И чем хороши кошки, это тем, что их можно резко перевести на натуралку. Если у собак получается постепенно, то есть прям получается, можно разделить питание утром сухое, вечером натуралка, и они будут есть и вечером, и утром, то кошки такие создания, которые вот завтра захотят,
будут только мясо есть и скажут отвалите со своим сухим кормом. Но в 90% случаев кошки наоборот, которые привыкли к сухому корму, они понюхают мясо и отойдут, а сухой корм будут ждать, голодовать несколько дней, недель даже у меня такие были, но ждать именно сухой корм. А так Вот. хозяину нужно ждать, все-таки потерпеть или что делать хозяину, если он волнуется? Вот животное не ест 3 дня. Вот именно, что с кошками лучше не ждать, а пробовать разные варианты, предлагать. Я какие лайфхаки рекомендую? Если пауч добавить ест, добавляем к мясу ложечку пауча, да, этого там, либо сок с этого пауча сливаем. А если не идет это, то можно добавить кисломолочные продукты. Если кто не знал, кошки любят кислое. То есть Ягоды. молоко кошкам нельзя, да, я так понимаю? Молоко кошкам нежелательно, а кисломолочные продукты почему нет? Тут как раз и был вопрос, что из молочного можно котам, поэтому мы так случайно ответили на вопрос. Кефир, но это все должно быть маложирным. Не надо давать жирную 20% сметану, лучше взять 15, там, да, 10%. То же самое кефир, лучше 1%, чем 2,5%. Вот. И добавляем к мясу. Можно заферментировать мясо, то есть дать постоять паре часов с ложечкой кефира в холодильнике. Вот, это чуть-чуть подкиснет, это будет вкуснее. Можно пропитать острыми запахами. Такой лайфхак годится особенно для почечников. У кого почечная недостаточность, у них очень снижен аппетит, лайфхак этот очень многим помогает. То есть, когда мы пропитываем какими-то острыми запахами, типа копченостей, там колбаса копченая, вот эти крылышки копченые, ложим в емкость с мясом на 6-8 часов, потом крылышко изымаем, мясо предлагаем. Опять же, мясо желательно, чтобы было нарезано для кошек, особенно полосками. Не кубиками, не квадратами, да, не сердечками, длинными полосками, как на бифстроганов. Такой лайфхак очень, оказывается, влияет на кошек. Они прям любят такое жевать, грызть, им это удобнее. Потому что многие кошки могут отказаться просто из-за того, что кубиками нарезано мясо. Есть и такие индивидуумы. Интересно. Вот. Да, потом, значит, пропитывать можно острыми, и можно даже слегка обжарить мясо на сухой сковороде. Жареное мясо любят все. И люди, и животные. Но это должно быть без масла, да, на толстой сковороде. И не прям прожарить, а просто слегка обжарить, чтобы была немножко корочка, да. Все. Если все-таки, никак, вот не хочет, во-первых, пробуем менять вид мяса, да, бывает кому-то, никак не нравится говядина, бывает кому-то утка никак не зашла, то есть пробуем разные виды мяса, вот. Бывает такое, что вообще, никак, смирились с этим, покормили сухим кормом, недельку покормили, пробуем по новой. Кошки очень индивидуальные животные. Каждый кот со своими тараканами в голове. Вплоть до того, что у меня был случай, когда владелец рассказывал, что когда они сменили ему миску для воды, кот начал есть. Интересно. Просто купили другую миску для воды. Все. Кот начал есть. Что было у кота в голове, непонятно. Что не нравилось, хотя и до этого из нее там пил, когда сухой корм ел. Вот такой царь. Поэтому пробуем. Я тут тоже, что мне пишут, да, что помогло, я всегда этим делюсь, потому что я слышу очень много историй. И за всю практику у меня было, насколько я помню, только 2 кота, которые, не смогли никак владельцы. Полгода мы бились разными методами. Не смогли. И они обратно перевели на сухой корм. И почему так часто бывает? Кстати, да, никто не задумывается об этом, а я всегда почему и говорю. Приучите котенка, если вы взяли котенка себе, приучите сначала его к разным видам пищи, натуралке. Заморочьтесь с этим, потому что вы не знаете, что вас ждет в будущем. Покормите хотя бы до полугода натуралкой, хотя бы уже до полугода, хотя я всегда умоляю до года, но хотя бы чтобы было разнообразие.
Потому что кошки, они с рождения впитывают как раз вот эту информацию. Разные запахи, разные виды мяса, разные овощи и фрукты. И если они разную эту пищу попробуют, в будущем, даже в 6 лет, когда вам там врач скажет, ну все, вот, строгая диета, все, только вот утиные окорочка и ничего на этом. Ваш кот вспомнит и будет есть. А те, кто на сухом корме изначально, как от мамки оторвали и сразу начали сухие корма, некоторые даже потом не знают, как жевать это мясо. Просто кошка не приспособлена никак. Понял. И вот на этом начинаются очень жесткие проблемы. А прописывают, да, даже вот какой-то паштет там гастроинтестинал, да, кошка не знает, что с ним делать, потому что она в жизни не знала такой еды, кроме сухарей ничего не было на столе. Понял. У меня тут есть вопрос один, я просто пока читал. Мне кажется, вы, скорее всего, скажете, это нужно индивидуально, поэтому я его задам, потому что мы, скорее всего, с ним и сразу и закончим. Вот, есть... Подскажите, пожалуйста, правильную дозировку каши и мяса, овощей и фруктов для собаки доберман 2 года. Столкнулись с такой проблемой. С началом войны собака потеряла 4 килограмма в весе. Она с рождения ела корм Йозера. Нам порекомендовали поменять корм. Купили еще протеины и витамины. Корм поменяли, эффекта 0. Ветеринар посоветовал попробовать его на натуральное питание перевести. Вот я теперь разные источники смотрю, везде по-разному дозировку расписывают. Подскажите, пожалуйста, как грамотно это сделать, чтобы не навредить животному и его желудку? То есть, можно ли на этот вопрос ответить универсально, или это нужно все-таки обращаться? Конечно, тут нужно обращаться. Во-первых, там я прочитала этот вопрос, там и веса нету, да, Ну да, и я не знаю ни вес, ни образ жизни собаки. да, и анализы я не Я вижу, понял. но Я просто поэтому и прочитал, потому что, скорее всего, мы не сможем сейчас на него ответить. сейчас вот у меня тут недалеко вот рацион на говядину собака с мочекаменной болезнью 28 килограмм. Ну, доберман, наверное, 35 где-то весит, да. Ну, вот, грубо говоря, где-то вот если в этих пределах смотреть, то есть тут 360 грамм мяса на 28 килограмм. Если взять на 35, там не больше будет, да, не больше 450 грамм мяса будет. Но вот именно как грамотно сделать, чтобы не навредить животному и желудку, перевести на вот эту натуралку, Только с ветдиетологом, только. Почему еще? Потому что нужна будет явно не одна коррекция. Мгм. Если проблемы с весом, однозначно есть проблемы с печенью. Это прям к гадалке не ходи, анализ покажет это. Если есть проблема с печенью, то нежелательно сейчас что-то намешивать, да, там и сухое, и натуралку, и так, и сяк, и еще дополнительно аминокислоты, потому что аминокислоты это тоже нагрузка на организм. Тут как раз-таки желательно просчитать норму по минимуму на вес белка, чтобы организму было легче восстановиться, чтобы печень начала восстанавливаться и вес пошел вверх. Для этого как раз ветдиетолог и нужен. Скорректировать, посмотреть, через там, месяц-полтора сдать анализы, посмотреть, пониже или повыше пошли, скорректировать еще, да, и дополнительно я не знаю, как другие ветдиетологи, я поняла, что вот чем реже ко мне обращаются, тем лучше. Поэтому я в свой рацион включаю вообще очень большой шаблон по рекомендациям и даже включаю схему восстановления организма. Потому что у меня такая цель, чтобы как можно меньше ко мне обращались за коррекциями и так далее, прочее. Чтобы у владельца была уже информация, в которой он смог ориентироваться сам. И там даже есть алгоритм действия при поносе, не дай бог, да, чтобы вот он сам мог, потому что до меня можно не всегда дозвониться, дописаться, я очень долго там, да, где-то отвечаю, занята, очень много диалогов в WhatsApp, вот, и я настоятельно рекомендую у всех, у кого есть проблемы с печенью, аллергиком, проходить схему восстановления организма. Она дает потрясающие результаты. И там нет ничего какого-то сверхъестественного. Все препараты, все доступны в человеческой аптеке, все банальные да нельзя. Витамины, минералы, то есть устранить дефициты в организме и помочь организму самому восстановиться и начать правильно работать, усваивать правильно белок, усваивать правильно жиры, чтобы пошел вес, чтобы прошла вот эта аллергия. То есть там все просто. Вот. И тут явно есть проблемы, с которыми нужно работать, в которых нужно погружаться, общаться.
что я точно сейчас не рекомендую, это мешанину вот эту смешанную, да, и сухой корм, и отдельно пептиды, и витамины. Так точно не надо. Вы вот все с бухты-барахты. Источников много, но желательно найти даже у себя ветдиетолога, чтобы просто хотя бы простенький изначальный рацион прочитал, и вы с этой точки начнете отталкиваться и увидите там результат, куда лучше, в какую сторону идти. Вот. И уже, возможно, дальше вам и не понадобится ветдиетолог, вы уже сами все поймете. Да, и тем, кто смотрит, сейчас хотел бы напомнить, что в описании под стримом есть ваш Инстаграм. Кому интересно, можете написать, обращаться и индивидуально договариваться о консультациях и о просчетах всего того, что нужно для перевода или как чем лучше кормить. Так, значит, по поводу собаки теперь. Пока мы не перешли, как переводить, вопрос такой, вот щенки. Мгм. Можно ли давать, например, творог щенкам, если они на сушке? Или это будет переизбыток кальция? Ну, во-первых, в твороге, как оказалось, не очень такой усвояемый кальций содержится, как мы многие все всегда считали, да. Вот. А во-вторых, смешивать именно сухой корм и творог я точно не рекомендую, потому что творог – это все-таки натуралка уже идет, и это кисломолочный продукт, и как он может повлиять, творог, между прочим, тоже может забродить в желудке, кто не знал, даже если отдельно. То есть и творог – это вот он сам по себе называется молочный продукт, то есть кислый продукт. А натуралка, точнее не натуралка, а сухой корм, кто не знал, все-таки это больше нейтральный продукт. То есть он в желудке, да, как бы, ну, такой на нейтралитете держится. Творог может повышать, да, кислоту в желудке. Это может спровоцировать и гастрит, это может быть и не расширение, а послабление, да, кишечника из-за просто вот такой мешанины. Вот. Потому что печень, она не будет успевать вот это все перестраивать, сколько ферментов, куда, чего выделить. Особенно владельцы вот такой мешанины любят, ну, раз в неделю творог дали, да, там вот для лакомства. Это плохо. То есть либо на постоянной основе все время давать, но не творог. Вот точно не творог. Если это на натуралке, то можно раз в неделю творог давать вместо одного кормления. То есть в течение дня только одно кормление можно заменить творогом. Все. Я знаю случаи, когда вот нечем было кормить, и был только творог и гречка, и питомцы на таком рационе выживали. То есть творог – это как белок идет. Вот, выживали. Но это вот, это был случай выживания. В настоящей жизни я не рекомендую такое питание. То есть лучше уж, если вы начали сухой корм, лучше сухим кормом и кормите. Иногда можно добавлять те же консервы там, да, для щенка. Вот для щенка можно как раз-таки иногда добавлять консервы, потому что в них много жира. Сухие корма не блещут особо составом по количеству жиров. Вот, поэтому тут вот можно иногда добавлять, но творог нет. То есть те, кто смешивает натуралку, ну, назовем, ладно, натурал, кашу, то есть говорят, я там мешаю кашу, добавляю туда сухой корм, и собачка кушает, то они делают это вообще, ну, глупость, скажем так. Зря, и перевод продуктов, и в дальнейшем ничем хорошим это не кончится, к сожалению. Будут срывы. Могут не рассказывать, но кто не знал, даже размягчение стула – это уже понос. То есть многие считают, понос – это когда уже там со свистом вылетает, кровавые сгустки и так далее, прочее, когда вода из попы течет, да. Но я вас расстрою, понос – это уже когда размягчение кала, когда это не собирается в одну кучку, а наоборот разваливается, это уже понос. То есть завтра уже может быть и вода, и сгустки крови. Вот. Поэтому всегда обращаем внимание на стул и следим, корректируем питание, чтобы этого не было. А те, кто вечером там и утром разбивает там в одно время сухой корм, в другое время там кашу с мяском какой-то, это тоже так не делается, правильно я понимаю? Так можно. Это называется смешанный тип питания, но это нужно делать на постоянной основе. Не так, что раз в неделю вам взбрендило мясом с кашей покормить. Это должно быть постоянно, чтобы желудок знал, чтобы мозг знал, когда, сколько ферментов, куда выделить.
Тогда будет все нормально. Почему нет? Очень многие так, кстати, сейчас содержат, и все вполне хорошо. И это выгодно тем, что вы поехали куда-то путешествовать. Вы можете на время полностью перевести на сухой корм и поехать путешествовать спокойно. Приехали, постепенно добавили опять натуралку и кормим дальше смешанно, как и кормили. Понял. Спасибо. Еще вопрос про молочку для котов и собак. Вы вот все время упоминаете о том, что кисломолочные продукты давать. А можно ли давать молоко или вообще нельзя? Ну, вот, в принципе, лучше не давать, скажем так. Лучше после года лучше уже не давать. То То есть, есть, мгм. как и у людей, этот фермент, он нужен вот на начальном этапе, когда вы только родились, да. Вот, мама молоком покормила вас, потом этого фермента все меньше и меньше и меньше. Я знаю, что коты, есть там 15-летние коты, кто на молоке себя прекрасно чувствуют. Все неплохо, но в молоке огромное количество фосфора. Вот просто не рекомендую. Если есть возможность избежать, да, то лучше избежать это на начальном этапе, какое-то в будущем заболевание. Поэтому не рекомендую. Уж если хотите морду побаловать, кисломолочный продукт вам в помощь. Там Нежирный все-таки, кефир, который. да, не жирная сметана и не жирный кефир. Мгм. Там больше Вот тут заодно спрашивают, если утром кормить сухим, а вечером из пауча насыпать, так можно? Или лучше не надо все-таки? так лучше не надо. Если вы даже хотите пауч скормить, с сухим кормом смешиваем. А, то Потому есть что вы одновременно. дадите просто жир. Вы просто вот пауч, либо консерву, вы практически дадите один жир. И неизвестно, как среагирует поджелудочная вашего питомца. У кошек сейчас тоже прослеживается панкреатит. Раньше кошки и не слышали об этом заболевании вообще. Сейчас я очень часто слышу, диагноз ставят панкреатит. Большое количество жира. Вот как раз-таки угощение паучами, угощение консервами, просто вот одной консервой. Хотите, смешайте и дайте. И дайте, пожалуйста, не весь пауч за раз своей кошке. Разделите эту порцию там хотя бы на 3 дня. Мгм. Еще бы как раз вот хотел коснуться такого вопроса. Корм, который советуют ветеринары, большинство, наверное, это Роял Канин, как панацею от всех болезней, я так понимаю. У них под все виды собак есть корм, под все виды болезней корм, все лечат. Насколько это правда ну, с точки зрения ветдиетолога? Вот можно ли сказать, что это так и есть, или лучше пойти и купить более качественный корм по составу, или все-таки можно реалканином вылечить там, или поддерживать мочекаменную болезнь, ну, то есть Мгм. животное с этой болезнью, как вы скажете? Смотрите, я, наверное, буду единственный ветдиетолог, который категорически против роял канина. Вот против. Настолько, что я могу только в крайнем случае сказать, да ешьте свой роял канин, если вот вы какие-то другие корма попробовали, и это вот единственное, на котором собака более-менее себя чувствует. В остальных случаях я категорически против. И чем раньше вы его смените, тем лучше. Почему? Потому что просто стоит почитать даже историю роял канина. Чей сейчас это корм? Огромный концерн Марс выкупил этот корм. Раньше этот корм был вполне себе А достойный. раньше это И, когда, извините, перебью, сколько времени? ну, даже 10 лет назад это был очень приемлемый корм. И состав у него был совсем другой. Мгм. А почему рассказываю? Когда я даже работала кинологом, да, ветфельдшером, кинологом, так скажем, и кинологи покупали щенкам этот корм, и на этом корме действительно вырастали достойные щенки, достойные собаки, точнее уже, да, с хорошим костяком, с хорошей шерстью, активностью, все. Потом все хуже, хуже. Я сейчас тоже общаюсь со своими коллегами, кинологами, да, 90% аллергики. Сначала все хорошо, потом аллергия, потом они не знают, что делать, начинается вот это метание, другие корма пробовать, а уже все плохо. Вот, поэтому я очень против этого корма. Мне не нравится ни состав его, мне не нравятся его лечебные корма. По составу тоже там полный шлак. Там рассказывают, что какие-то лаборатории они там открывают, изучают, все там, все супер круто, и на завод возят, и ветврачей туда возят, на завод показывают экскурсию.
Ветврачи, по секрету вам скажу, даже те, кто не разбирается в диетологии, были кто на их фабриках, да, не очень лестно о них отзываются. Все, конечно, красиво, все в костюмах, все стерильно, но, как говорят ветврачи, все равно рога и копыта в составе. Все равно. И если мы посмотрим любой состав Роял Канина, там внизу везде у них прописан ЛИП. Белок растительного происхождения, да, они там так и пишут. Они этого не скрывают. Что за белок растительного происхождения? Лучше там какой-то усвояемости? Непонятно. По поводу для Йорка, Лабрадора и так далее. Да, вот прочее, эти вот разнопородные корма, которые у них есть почти до каждой собаки. это чистый маркетинг. Чистый маркетинг. Почему? Потому что я смотрела сама корма. Вот для Йорка, например, если открыть корм, да, я и думаю, откуда миф-то ходит о том, что Йоркам не надо много белка. Вот оттуда-то он и ходит. То есть там прописано, что вот Йорки, там маленькая порода собак, им там надо то, и для шерсти сё. На самом деле Йорк маленькая порода собак, и нужно как раз-таки больше белка и жиров, чем прописывает Роял Канин. Потому что чем меньше собака, тем больше она энергии тратит, тем больше, в принципе, чем меньше организм, тем выше у него температура тела, если кто не знал. А если температура тела выше, энергии тратится это животное больше. Ему нужно больше белка, больше жиров. Полезные должны быть жиры обязательно, потому что у йорков у тех же волосы вместо шерсти. Да? Это очень важный момент. Там же особо-то и различий нет. И если смотреть, например, рацион для лабрадора тоже, да, то есть вот лабрадор – это крупная порода собак, да, а йорк – мелкая. В чем у них различие должно быть между рационами? У йорка как раз-таки должно быть больше количества белка, жиров и клетчатки, да, допустимо, тех же овощей, там, фруктов. А у лабрадора как раз-таки меньшее количество клетчатки должно быть, потому что у них ЖКТ, если вот поставить этих двух собак по соотношению к телу, у лабрадора ЖКТ будет короче. То есть, и если там будет много клетчатки в рационе, то стул будет слабить, и все будет транзитом выходить. Вот. Поэтому здесь нужно поменьше клетчатки, среднее количество белка, потому что это более такие они нерасторопные животные, то есть они не живчики, как йорки, да, и им не надо много белка, им не надо много жиров, потому что они тоже не носятся, как сайгаки. Вот. И вот они различия, которых, если присмотреться в рационах, гарантированные анализы открыть, особо-то и не будет. Там практически все одно и то же. Там, чуть-чуть где-то граммовки разные будут, и там буквально 0,01% разницы в анализе. Это вообще ничего не дает. Когда составляешь натуралку, они абсолютно разные по БЖУ рационы. Вот. Поэтому чисто маркетинг, я бы на это вообще не велась. И это понятно для чего. Если посмотреть на Роял Канин как на бизнес, то выстроен он у них идеально. Для всех все есть. Вы же чувствуете себя вот буквально, как будто бы это вам именно Роял Канин сделал корм. Для вашей собаки конкретно. Конкретно для вашей собаки. Вы чувствуете вот эту индивидуальность, что к вам индивидуальный подход, что вот о вашей именно собаке позаботились. Вы же не думаете, что там еще какие-то собаки есть. Просто у вас сегодня есть йорк, и вы хозяин йорка, вы вот смотрите именно для йорка. Вот на это и рассчитано, чтобы вы чувствовали себя личностью, так скажем, что о вас именно только эта фирма позаботилась. Потому что если посмотреть других, этого нет. Там все примерно среднее, одно и то же. Есть для мелких, средних и крупных. Все. Но это на самом деле правильнее намного, чем делает Роял Канин. Скажите, а в таком случае, получается, они получают какой-то процент, вот ветеринары, или они просто не знают, что советовать, и просто, все советуют, и я посоветую? К сожалению, процент получают. Потому что если в ветклинике наклеены хоть одна наклейка рекламы Роял Канин или Пурина, это значит, там есть плюшки за эти корма. Однозначно. Потому что никто в своей клинике не будет просто так лепить рекламу хоть какого-то бренда. Есть лекарства же, да,
которые ветклиника закупает, они не клеят наклейки, хотя они там прям, Ну да, нужные. да, баночки целые стоят. Да, вы нигде не увидите, я не знаю, там, код Эрвин, какие-нибудь буклетики или карандаши с надписью код Эрвин, там, да, как в магазинах строительных, там рекламу даже на карандашах пишут. Вы нигде не увидите там вот баннер, вот только код Эрвин пейте. И там мастиет форты, вот я не знаю, там какие-нибудь брелки. Этого вы не увидите. Вот. Поэтому стоит просто задуматься. Есть кто, вот я знаю, ветклиники Роял Канин как раз не заказывают, но другие корма. То есть представитель приходит, да, пожалуйста, продавайте наши корма, а вот чем больше продадите там, тем мы там, не знаю, скидку больше в следующий раз сделаем. То есть это еще как-то приемлемо, да, то есть просто скидку сделают на следующую поставку. Вот. А Роял Канин, они прям вот, если вы обратите еще больше внимания, вы увидите, что спонсором любой выставки, любого мероприятия для животных там, да, везде есть Роял Канин. Везде. Любые соревнования, даже у нас структура государственная, да, есть собачьи тоже соревнования у кинологов всероссийские. Вот у меня висит у мужа жилетка Пурина. Откуда она? Просто спонсора пригласили, да, вот лишняя реклама. Мы покажем Да, про чтобы вы вас, ходили в жилетке. а вы ходите в жилетке. Да, я Вот и понял. Сейчас еще такой вопрос. Значит, получается, вот лечебный эффект роял вообще имеет какой-то, или это все тоже маркетинг? Как вы считаете? вот насчет лечебных, если, например, смотреть при мочекаменной болезни, вообще не рекомендую. Вообще. Ни уринарий, ни для почек вот этот нет. Плохие корма. У других можно еще посмотреть, еще можно А подобрать Хиллс лечение. тоже вот у них есть. Тоже очень сильно испоганились, очень. Я знаю, что есть кому-то помогает. И вот нам помогло. А знаете, почему помогло? Потому что в тех же корма любой корм для мочекаменной болезни туда обязательно добавляют соли, которые помогают растворить ныне существующие в мочевом соли, да, Мгм. и, так скажем, снять первые симптомы. Но никто не пишет, что потом вот эти соли, которые в корме добавляли, они образуют новые соли, которые уже никак не растворить и удалять только хирургическим А, путем. Поэтому этот эффект, он такой временный. И там и прописано не зря, что кормить таким кормом там не больше определенного срока. Но многие вот только на Кормят и нем кормят, да. кормят, и ветврачи говорят, ешьте уже дальше его, и все, раз хорошо себя чувствует. А потом приходит, а там уже вот такие камни образуются, которые нужно только удалять хирургическим путем. Но есть еще корма гастроинтестинал, да, всеми любимый. Вот, мне он не нравится по составу, но я не могу и не сказать, что он никому точно не помогает. Я знаю случаи, когда вот диета на натуралке не помогла, да, с низким там содержанием жира, а гастроинтестинал помог. Поэтому что-то есть, пускай иногда будет. И если смотреть те же гидролизаты белков, да, которые вот, что это? Вот это для аллергиков рекомендуют, когда белок уже разложен до такой степени, что, как говорится, только добавь воды. Все, ничего от тебя больше не требуется. То есть вот прям они супер-пупер. Но, как показывает практика, тоже 1% кому помогает. Всем Мгм. остальным бывает делать даже только хуже. Поэтому я тут не могу сказать, что прям вот все выкинуть и не пробовать, да, никогда. И в то же время не могу сказать, что это супер хорошая продукция. Это однозначно не хорошая продукция, однозначно. Но какие-то корма пускай будут. Хотя бы вот для того 1% владельцев, кому не помогла. А не помогла, опять же, тоже почему? Я вот уже задумываюсь, да, лекции какие-то другие смотрю, я даже уже вплоть человеческие лекции смотрю по питанию, там, да, все равно это между собой все перекрещивается. И делаю вывод, что те, у кого кишечник, как говорится, уже убит, когда ворсинки уже большая часть атрофирована всеми вот этими переходами, срывами, особенно энтеритники, кто был, да, в детстве, у них у всех уже убитый кишечник, да, которому вот могут помочь только гидролизаты, то есть которые уже разложены до нельзя. Да, это не будет особо качественный уровень жизни у этого питомца, потому что
сытости особо не будет на таких кормах, но владелец будет более-менее спокойно спать, и уже хорошо. То есть, тут, как говорится, выбираем, да, в какую пользу. Либо мы будем продолжать носиться с поносами, но будем есть натуралку, либо мы будем спать спокойно. Да, будут какие-то где-то недочеты в анализах, не очень качество жизни, но спим спокойно. То есть, поэтому пускай будет какая-то часть из этих кормов, но мне эта фирма не нравится. Как и Хиллс, не нравится их А нелечебные есть корма. корм какой-то, который вам нравится? Вот фирма, ну, такая, типа, обычненькая, вроде бы можно и посоветовать кому-то. Смотрите, те же лечебные корма Фармина мне нравятся больше, А если если не смотреть. лечебный, нет, а вот просто корм, вот спрашивают, Лечебные, если вот такой вот среднячок, Фармины неплохие корма делают. Если у них открыть состав, вы все ингредиенты, в принципе, знаете в лицо. То есть там написано дегидрированное мясо, да, там свекольный жом, нету никаких там гороховые, там протеин, картофельный какой-то протеин. Что это за протеин, откуда он, да, то есть в голове уже такая непонятная АБВГДейка. То есть, а тут, в принципе, приличные составы, у них неплохие отзывы. Кто ко мне обращается, как бы вполне себе нормально едят. И этот корм, он более такой доступный. а вот Акана, Origin, ну, такие вот же холистики, стоят того? Знаменитые корма, да, и раньше я сама как ветврач и как кинолог, я помню, что это прям одни из лучших, и кто мог себе позволить этот корм для своего питомца, это буквально, я не знаю, там царь и бог был. То есть не все могли себе позволить эти корма, они стоили мешки по 7 тысяч, даже тогда, в далеком там 15-18 году. Вот. Но как оказалось, во-первых, я даже писала про это статью, что нашли, по-моему, в Акане запрещенный какой-то препарат, да, токсичный для животных. И если присмотреться к их составу, очень много там гороха. Очень много. И я не рекомендую такие корма. И я их в своих практиках вообще нигде не прописываю. То есть Origin по цене, насколько я помню, дороже, чем Акана. Да, он дороже. Да, но по составу он хуже, чем Акана. Странно даже. Да, вот если вроде читаешь, вроде все красиво, столько и разновидностей там мяса, да, и это тоже маркетинговый ход, когда пишут вот там и такая-то килька, и такая-то скумбрия, и там такая-то рыба, и ты сидишь, думаешь, боже, кот просто лучше меня живет, такие сорта рыбы будет есть там. Но это все, если присмотреться, отходы, и большая часть там все равно нутовые, бобовые, просто они где-то в конце расписаны. Но их большое количество. Горох желтый, горох зеленый, такой нут, такие бобы. Это очень плохо, особенно для кошек. Чем меньше гороха в составе, тем лучше. Сейчас, к сожалению, практически нет таких кормов, где гороха бы не было, потому что, повторюсь, ни один владелец сухих кормов, да, производитель, не будет работать себе в минус. И если на первых порах корм может выпустить в супер составе. Ну да, я понимаю, чтобы все к ней привыкли. Да, а потом многие же владельцы не считают корм несколько лет, покупая его, да. Потом фирма делает хороший ход, меняет состав, никому об этом не объясняя, не рассказывая, и только ответственные владельцы, внимательные, будут читать и видеть разницу. Вот, и уже исключать эти корма. А большинство берут, а там уже половина вместо мяса горох. А Грандорф, ну так еще, может, навскидку знаете такой корм? Да, знаю, тоже поначалу был хороший отзыв на него, хороший состав на него. Ну, я вообще его разбирала даже, состав очень хорошо прописан. Но чем дальше, тем больше дров и очень плохие отзывы. Сейчас я его тоже не рекомендую. И, насколько я знаю, тоже эта же фирма делает корм Брит, по-моему. То есть тоже хорошо прописан состав, но отзывы кошмарные на него. То есть буквально первые там месяц-два все хорошо, потом начинаются аллергические реакции, расчесы и так далее и прочее. Понял. А Белькандо? Или Белькандо, как он там, если слышали такой?
Слышала тоже. Там, насколько я помню, большое количество углеводов, больше, чем даже в Грандорфе. То есть там маленькое количество мяса прописано, и даже в гарантированном анализе видно, что там низкий процент белка, но зато вот повышенное количество углеводов. То есть если кому-то подошло, ну, может и неплохо, да, пускай там ест. Но не удивляйтесь, если ваш питомец начнет потом толстеть, даже при норме, то, что написано, да, на упаковке, и будет очень низкая активность, как бы качество жизни. Все зависит от того, какое вам качество жизни вас устраивает, вашего питомца. Хотите, чтобы это был активный живчик, там, да, не лежал, не наращивал бока, то корм лучше поменять. Тут меня начинают в чате спрашивать про разные корма. Давайте объединю вот, ну, в один вопрос. Тут есть Миакан, ну, может, знаете, 4 лапы и Монш, вот такие. Монш это вообще тоже очень у него был неплохой состав. И у меня тоже есть знакомые, кто на этом корме были, но потом все стало плохо. Даже те, кто годами сидели на этом корме, начались проблемы у животных, поэтому нет, не рекомендую. Не только по этим отзывам парочки, Мгм. да, кого я видела и знаю, а в принципе у меня подписчиков как бы большое количество, и многие я вижу просто обратившиеся были на Монже. Вот если конкретно эти на Монже, Грандорфе, ну и, конечно, Роял Канин. Роял Канин это А на первом Пурина? месте. Пурина тоже, наверное, туда же. Пурина на втором где-то, Грандорф где-то третье, Монж вот четвертое место То есть занимает. Пурина тоже занимает такое лидирующее место с Да, роялом. но если смотреть на Роял Канин и Пурина, то Пурина лучше по составу, однозначно. Понял. Ну, 4 лапы, он, по-моему, еще проще, чем роял, поэтому... Перелапы надо смотреть, скорее всего, это российский же корм, да? Не помню состав, можно посмотреть. Но я не думаю. У российских кормов, какие я смотрела, мне большинство не нравится. Очень маленький процент российских кормов, которые можно порекомендовать. Ввела 4 лапы и не высветился. Вообще, я проводила платный вебинар для своих подписчиков, чтобы они умели подбирать сухой корм себе сами. Ага. Потому что, честно, надоедает подбирать. Да, я понимаю, что мне сейчас будут писать 20 фирм, и я буду каждую спрашивать. Я И, понимаю. да, и все равно все, не буду все равно понимать, почему-то у меня не высвечивается 4 лапы Ладно, нигде. тогда не смотрите. И магазины высвечиваются 4 лапы, а сухой корм пишут, нету такого. Не знаю, может, Давайте почему-то нет. другой вопрос у меня вот тут есть. Значит, по натуралке. Э, Мгм. То, что люди приобрели щенка пекинеса, с этой породы нет опыта, была такса. С ним было как-то проще в питании. Кормят натуральным кормом, отварная говядина, курятина, творог со сметаной нежирной, каши, тоже на молоке. Может, еще что-то посоветуете, чем кормить? Я так понимаю, там текут глаза. Ну, или немножечко, М, или сильно, не знаю. Потеки вот. да. А это, смотрите, вообще в норме у собаки и у кошки могут быть выделения из глаз, да, но я советую всегда смотреть на выделение именно утром, до умывания, так скажем, да, когда вы встали, питомец проснулся и смотрим. Если там небольшие сухие корочки, да, такие прозрачные эксудат, ничего страшного, то есть это в пределах нормы. Если коричневые подтеки, то уже стоит обратиться к ветврачу и в первую очередь сдать биохимию крови. Хотя многие ветврачи прописывают там малосезию, да, ставят диагноз грибок, и вот нужно там капать, мыть и лечить салфетки и так далее и прочее. И мое мнение, как ветврача в первую очередь, что все лечится изнутри. Сначала ищем причину. А причина может быть в переизбытке белка, в смеси всего вот этого подряд, и творог, и каша, там, да, и какие-нибудь лакомства и так далее и прочее. Не подходят витамины, если дают, да, витамины, минералы тоже бывают, вызывают такую реакцию. Проблемы со стулом,
То есть, казалось бы, как может быть перец сообщаться с задом, но это имеет такую прямую информацию к организму, да, то есть если есть проблемы хоть какие-то со стулом, проблемы будут и с кожей, и с глазами, и с вообще с кожными покровами, экземы, расчесы и так далее. То есть может быть кожа повреждена, и может быть шерсть. Вот. То есть могут быть с шерстными покровами проблемы. То есть тусклость шерсти, ломкость, да, перхоть. Это все может быть из-за проблем с кишечником. Поэтому налаживаем работу кишечника, протираем глазки не каким-нибудь там супербальзамом, там, да, а просто даже физраствором протирать, чтобы это не доставляло здесь неудобства, да, и желательно, чтобы не мокло. Вот. И ищем проблему. Ищем ветдиетолога, составляем рацион, сдаем анализы, смотрим и корректируем. Но вот то, что там написали, все подряд, вот даже из-за этого может быть. Ну да, я Потому что там понимаю. все подряд, и каша неизвестно в каком количестве, да, и мясо, и как бы я бы уже половину вот исключила продуктов, и, возможно, бы уже все наладилось. Так, тогда сейчас уже скоро будем заканчивать. Хотел бы быстренько, значит, Юлия написала, я сам ей отвечу, что спрашивает, какую диету вы предпочитаете или рекомендуете. Хочу сказать, что это очень все индивидуально, зависит от конкретного животного, от анализов этого животного. Нужно смотреть на показатели того, что у него по анализу крови, я так понимаю, и какие-то еще анализы нужно делать вот для составления диеты. Смотрите, я всегда рекомендую начинать с биохимии, даже не с общего анализа, а именно биохимии. А уже от биохимии пляшем. Если это кошки, да, то я сразу советую и биохимию, и мочу сдать, чтобы посмотреть, есть мочекамина или нет. Вот. Если щенки до полугода, даже смысла нет сдавать анализы, потому что там будут показатели повышены, превышены, это в пределах нормы может быть. Вот. Там как бы нету смысла старым, биохимия, общий анализ, желательно, чтобы все в куче, там, мочу посмотреть. Но это все равно все индивидуально. И бывает такое, что владельцы пишут, ну нет у нас ветклиники здесь нигде, мы в ауле живем, Конура не пришел. Привет, Андрей. Извините. да, я тогда спрашиваю анамнез, то есть расписывают все, состояние стула, кожи, фото скидывают, либо короткое видео, я все смотрю, читаю и предлагаю просто делать среднюю диету, которая практически подходит всем. И вот спрашивают, какую я там диету рекомендую. Если это собаки, то я рекомендую использовать самую стандартную диету, то есть до 15% жирности рацион и минимальное количество белка на вес. Как вы это рассчитаете, я, конечно, не знаю. Есть формулы в интернете, вы можете попробовать, да, но в гарантированном анализе сухого корма вы можете посмотреть до 15% жирности. Ну, а белка там вы нигде не найдете превышенную. Вот часто очень ко мне обращаются и говорят, ой, в этом корме же столько белка, вот Акана, например, и Ориджин, да, там столько белка, а Йоркам там не рекомендуют, вот, или там ветврач говорит, там очень много белка, не надо. Никогда там не будет превышено количество белка, ни в одном корме. Если там больше 35% белка в сухом корме для собак, да, посмотрите в состав, и вы увидите, что там половина гороха в составе. И все вопросы сразу отпадут. А горох, он не считается за белок, ну, Понял. как бы для потому что это растительный белок. Я его лично не считаю, потому что он все равно не туда пойдет, куда нужно. Считаем мы только белок животного происхождения, мясо, все. Продукты прописаны тоже считаем. Все остальное не считается, и там никогда не превысится количество белка. Даже Так, не у меня осталось 3 вопроса, и я буду заканчивать. Первый, это можно ли давать собакам пробиотики для людей? Я пока не буду уточнять причины, по которым их решили давать. Просто, в принципе, можно или нельзя? Можно, конечно. Сейчас производители выпускают небольшое количество для животных именно, да, но, как показывает практика, для людей это даже получше действует. Поэтому можно, почему нет?
Понял. Второй, дальше. Я помню, там был вопрос как-то в чате, мы его пропустили, но еще когда про рубец разговаривали, вы сказали, что он чем зеленее, тем лучше. А Мгм. глисты в рубце, они же там какие-то содержатся, ну, глисты или какие-то там жучки, не знаю, как правильно сказать. Э, Как от этого вот избежать? Может стоит морозить это мясо в морозилке перед подачей? Нет, смотрите, там особо таких опасных глистов не будет. Все-таки такие более опасные глисты, они именно в мясе содержатся, да. А там нет, прям вот что ну, вот такое вот не заразится собака. Вот, поэтому его можно давать зеленый, вонючий, как бы все. Специально промораживать нету смысла, особенно рубец, потому что тут же свойства рубца потеряются. Как раз таки рубец– это живой натуральный пробиотик, да. Там именно вот эти бактерии содержатся, полезные. Поэтому проварка его, вяленье, сушка, это все уже сделает этот продукт бесполезным. А что касается мяса, приварка, заморозка, переморозка сколько-то дней вообще не сделают погоды. Единственное, что вы можете сделать, это покупая мясо на рынке, например, беря его с прилавка, вы дома можете обдать его кипятком. Вы сверху бактерии убьете, внутри вы ничего с глистами не сможете сделать, только если сварите полностью мясо, хорошо проварите. Все на этом. Всем остальным глистам пофиг ваша проморозка, абсолютно. Мало того, эти многие виды глистов, они могут как раз-таки больше активироваться после того, как вы проморозите, и потом вытащите, растаете мясо и дадите. Поэтому занимаемся специальными какими-то проморозками и приварками тем более. Понял. То есть брать только у проверенных людей мясо, и тогда будет нормально. Да, да. Была ветсанэкспертиза, да, то есть вот спрашивают, а у вас что там в супермаркете, обколотые там или еще что-то? Да такие же будут, как и на рынке, в точности. Вот это больше безопаснее взять там каких-то обколотых гормональных кур, как там сейчас принято говорить, да, чем взять у бабушки на селе мясо. Потому что бабушка вряд ли будет ставить все прививки своей корове, да, вряд ли будет от глистов чем-то там обрабатывать. Большинство бабушек верят в что? В чудо, да, и то, что чем натуральнее, тем лучше. А вот эти ваши порошки от глистов, это все химия, ужас, кошмар. Вот у меня все натуральное. Вот как раз там вот больше всего кишит. И вот это мясо опаснее давать. Вот. Поэтому... Вот. Хорошо. И последний вопрос такой. Тоже Динара задавала, что сейчас, секундочку, я сформулирую его. Мгм. В общем, про мочекаменную болезнь, что сушка плохого качества, то есть она откуда берется мочекаменная? От плохого качества сухого корма и потому что дают мало воды хозяева. Ну вот, собственно, при кормлении сухим кормом животное должно пить много воды. То есть, ну и предрасположенность, в принципе, бывает же к мочекаменной болезни у животного, или это все равно от питания только идет? Есть и предрасположенность. Все же знают, да, что больше к мочекаменной склонны коты, нежели кошки, потому что у котов уже уретра, да, и у кошек может быть мочекаменная болезнь. Но вы об этом никогда не узнаете, потому что все камешки, песочек будут с легкостью выходить через уретру наружу, пока не образуется прям сильный камень какой-то большой. Поэтому, да, предрасположенность есть и генетическая, но по большей части, конечно, все же это все сводится к питанию. Плохо пьет. Поэтому очень важно изучить питьевой режим кошки. Он очень отличается от собачьего, казалось бы, да, что кошка, как правильно миска подбирается, куда она ставится. Это вот очень много зоопсихологи, котоводы прописывают, рассказывают. Чуть ли не отдельный курс про воду есть для кошек. Тут прям надо изучить этот вопрос. Не забывать подкислять водичку. Да? Напомню, что кошки любят кислое. Поэтому клюква вам в помощь. Не надо кормить клюквой ведрами, да, но ягодку клюквы, сок вы можете выдавить даже в день по одной клюквинке вы можете выдавливать сок в воду. Такая вода для них вкуснее будет,
Вот, и полезнее. То есть вы будете таким способом подкислять. Такую воду будет больше пить. Если, опять же, плохо пьет, вы можете непосредственно в корм подливать воду перед тем, как его ставите. Не так, чтобы корм разбух уже там, да, и стала каша-малаша, а именно перед тем, как ставите корм, добавлять туда буквально пару столовых ложек воды. Это тоже будет дополнительно вода. Вот. Ну и вот по сухим кормам скажу то, что я рассказываю на лекции по подбору корма. В сухом корме кальций-фосфор соотношение должно быть меньше единицы. Всегда. Если там больше, особенно 1,3 кальция, например, и уже 1,2 фосфора, это плохо. Вот. Даже Желательно так, найти. настолько... Да. Да, именно это будет влиять на рост будущих камешков. Поэтому до единицы смотрим и кальций, и фосфор. Их главное соотношение. Если 1:1 это хорошо, кальций одна часть и одна часть фосфора. Если кальция чуть-чуть больше, 1,1, там, да, ну это я грубо говоря говорю, там может быть 0,9 кальция, фосфора 0,8. Это хорошее соотношение. Может быть 1 кальция, 0,8 фосфора. Это хорошее соотношение. 1,2. Пропало. Куда-то пропало. Сейчас. Что-то пропало. Не успел я задать вопрос, еще один последний. Сейчас попробуем. Сорвалось на самом Да-да. месте, да? Да, Сейчас ничего страшного. надо или... Не-не, все нормально, все хорошо. Ага. Закончу, да, чтобы Да. уже оставить по поводу кальция. То есть если кальция будет уже 1,2, а фосфора 0,8, то это уже плохое соотношение кальция и фосфора. Это вы должны понять, записать, запомнить и штудировать все сухие корма. И как оказалось, среди обычного сухого корма, где нет подписи для стерильных животных, можно найти лучше соотношение кальция и фосфора, чем вот специализированные корма, где прям подписано. А натрий, Поэтому я так понимаю, это соль? натрий, он всегда будет примерно в одном количестве. И, опять же, в сухом корме вы не найдете такого, что там вам пропишут и магния, и фосфор. Там главное кальций-фосфор найти. Все остальное это только на натуралке будет подбираться индивидуально. И почему вот тоже, я не помню, был вопрос, задавали или нет, что я рекомендую больше при мочекаменной болезни, да? Ну да, я спрашивал. Да, вот я как раз рекомендую больше натуралку. Почему? Потому что вы можете отслеживать все минералы полностью. На сухом корме только кальций и фосфор. Все, вы там, даже если где-то будет прописано магний, там, да, с какой-то процент, вы не сможете это все сопоставить, какое количество можно и сколько вашему питомцу-то достанется. Потому что даже в каждой грануле сухого корма разное количество и белка, и жира, и углеводов, и минералов. Потому что хоть там и все тщательно перемешивается, но все будет в разном количестве в каждом грануле. Вот. И невозможно будет отследить все параметры диеты при мочекаменной болезни. На натуралке это все намного проще. И почему большинство, кто переводит на натуралку, забывают даже про мочекаменную болезнь. Особенно у собак. То есть если у кошек все хорошо, потом когда-то может быть рецидив из-за того, что они плохо пьют, там, например, да, то у собак вообще у меня очень часто обращаются, особенно кто вовремя успел, кто вот с малышни пришел, и у кого там уже до года был диагноз мочекаменная болезнь, даже такие бывают, потом вообще забывают про мочекаменную. То есть мы вовремя растворили струвиты. Это единственные камни, которые при правильном подборе питания могут вообще раствориться сами. Просто исчезнуть, без дополнительных каких-то препаратов. И все, и собаки забыли об этом. И уже несколько лет у меня несколько таких собак, которые вот сдают анализы, все хорошо, у них нет мочекаменной болезни. Вот. И поэтому я настоятельно рекомендую, если есть, попробуйте своего питомца перевести на натуралку.
скажете потом мне спасибо. В большинстве случаев это работает на ура. Особенно на начальной стадии, когда только камешки струвиты и когда вы еще не давали никаких специализированных кормов роял канина, там, и хилс и так далее и прочее. Вот, и Вот. последний вопрос. Сейчас, Динара, отвечу тебе, раз тут ты просто пишешь. Я сейчас не могу взять калькулятор и посчитать. Она просто пишет, что везде пишут фосфор, господи. Сейчас, с чем вы говорили этот самый... Ой, еще раз услышь. Да, вот фосфор 0,65, а кальций или калий? Кальций. Кальций 0,9. То есть, это как? 0,55 и 0,9. Это плохое соотношение. Ну, то есть, это там уже больше одного явно. То есть, если будет 0,9 и 0,8, это хорошо. Все, что ниже 8 у фосфора, это уже плохо при 0,9 у кальция. Ага. Вот, последний вопрос. Вы говорили, что Фармина неплохой корм в своем классе, скажем так. А побюджетнее сможете что-нибудь посоветовать? Еще какой-нибудь один корм, на который можно посмотреть и хотя бы по составу подобрать аналог какой-то, возможно, если точно такой же не найдется? Если это смотреть из российских кормов, Ну, не российского производства, скорее всего, а возможно... то такой более или менее еще Брукфилдс. Я слышал, но я у себя в продаже не видел, честно говоря. Ну, посмотреть можно. Не Брукфилдс, это... Да, нет, Брукфилдс точно. Но я его чаще в России видела, и что-то, по-моему, там снимают с производства. А вот такой из самых популярных Баркенхёрдс. Вот его точно слышали. Он часто есть в зоомагазинах. Я вижу его на пэтшопе, и в Озоне, и в Вайлдберрисе есть. Даже у нас его с санкциями, смотрю, все равно завозят. Смотрим на его состав, там более или менее прилично все, более или менее приличные отзывы на него, поэтому его я часто тоже рекомендую в подборах. Понял. Хорошо, тогда на этом будем уже заканчивать стрим. Спасибо вам за столько советов. Я думаю, мы еще с вами как-нибудь встретимся, возможно, может быть, к концу следующего месяца, пока еще вопросов накопим. В любом случае, все вопросы, даже не все вопросы, а многие ответы на вопросы есть и в Инстаграме, и в Телеграм-канале у вас. Я прошелся по Телеграм-каналу, там достаточно много интересной информации. Поэтому, кому интересно еще почитать, самостоятельно поизучать этот вопрос, переходите в Инстаграм, а в Инстаграме есть ссылка на Телеграм-канал. И вот в Телеграм-канале можете там тоже пообщаться и вопросы позадавать, и почитать что-нибудь интересное для себя. Вот такой вот стрим. Я надеюсь, кому-то было полезно, кто-то поспорил, кто-то, может, что-то новое для себя узнал. Вот. Всем спасибо. Да, спасибо всем, кто приходил. И вам спасибо за консультацию большое. Всего хорошего вам. До свидания. Спасибо и всем, кто пришел. Щеночки всем передают привет. Всем хорошего вечера. Мы с ними сейчас пойдем на прививки. Так что потом в видео посмотрите, как это было. Пока.